Это наш главный герой, Кеди. Он набрал больше всех баллов на вступительных экзаменах в старшую школу и очень не любит сверхъестественное. Его лучший друг Ико постоянно приглашает его на фотосессии, но Кеди всегда отказывается, потому что каждый раз, когда он фотографируется, на снимке появляется какое-нибудь сверхъестественное явление. У Кеди всегда была какая-то связь со сверхъестественным. Раньше он был одержим. Из-за этого происшествия его друзья оказались в опасности. Поэтому следующие 2 года Кейта изолировал себя от мира, чтобы не навредить окружающим. Но благодаря Ико и его семье он, наконец, набрался смелости вернуться в общество. Однажды Ико спросила его о новой работе, которую она ему предложила. Кейда еще не проверял ее. Ико объяснила, что это работа репетитора, и она уверена, что Кейда справится. Решив вернуться в общество, Кейда решил подавить свои духовные способности. Когда он пришел на работу, посредник рассказал ему о девушке, которую он должен был обучать. Посредник сказал, что она вундеркинд, и попросил Кейду хорошо ее подготовить. По адресу, который дал посредник, Кейда пришел в дом девушки. Но ему показалось это странным, потому что это был дом Ико. Кейда спросил Ико о девушке, которую должен был учить, и Ико поняла, что это ее двоюродная сестра, которая недавно переехала. Ико была рада, что Кейда будет заниматься с ее двоюродной сестрой. Она позвала ее, и как только Кейда увидел двоюродную сестру Ико, он вдруг запаниковал. У девочки были 2 зрачка в форме черепа, и она поняла, что у Кейды проблемы со сверхъестественным. Кроме того, оказалось, что игрушка, которую она держала в руках, была одержима. Когда понял, что эта девушка такая же, как он, Ико представила ее как Яой, и когда сказал Яой идти в свою комнату и заниматься. Но Яой хотела, чтобы когда пошел с ней в сверхъестественное место. Когда отказался, настаивая на том, что он здесь, чтобы учить ее. Тогда Яо позвонила посреднику и обвинила Коду в домогательствах, вынудив его вмешаться и попросить Ико что-нибудь с этим сделать. Но Ико тоже хотела пойти с ними, так что когда не мог избежать этого, когда не понимал, почему Ико так интересуется этим. Она объяснила, что Яой часто приглашала ее в сверхъестественные места, но поскольку Ико не была уверена в безопасности, она ждала пока, когда будет рядом, чтобы согласиться. Когда сказал, что мало что знает о сверхъестественном, поэтому Ико пообещала, что они уйдут, если станет по-настоящему опасно. Но еще до того, как они пришли, когда уже почувствовал, как по спине пробежал холодок. Увидев, что когда боится, я попросила Ико поторопиться. Сверхъестественным местом, куда они пришли, оказалась заброшенная телефонная будка. Ико объяснила, что, по слухам, там убили женщину. Эта женщина была мошенницей, которая вытягивала деньги у своего парня. Когда у нее накопилось много долгов, ее жертвы решили отомстить. Женщина спряталась в телефонной будке и была убита. Позже она стала призраком и преследовала всех, кто заходил в будку или звонил по ее номеру. Когда спросил, откуда люди узнали номер телефона, Ико сказала, что он был широко распространен в интернете. Яхве хотела позвонить по этому номеру, но когда остановил ее. Но Ико хотела поиграть, поэтому, когда неохотно, согласился сам позвонить. Если бы ничего не произошло, он бы хотел, чтобы группа ушла. Когда Ката позвонила, в телефонной будке произошло нечто сверхъестественное. Йоой бросила туда свою игрушку, и она тут же взорвалась. После этого группа быстро ушла. Когда они вернулись в дом Айка, Кеди потребовала, чтобы Йоой немедленно начала заниматься. У Айка тоже была просьба к Кеди, когда урок закончился. Во время урока Кеди поняла, что Йоой действительно была гением. Хотя Йоой была немного не в себе, она удивилась, почему призрак не появился, когда она зашла в телефонную будку, но появился, когда Кеди позвонила. Кеди объяснила, что ее способность вызывать призраков была 100% эффективной, что очень заинтересовало Йоой. Позже Айка рассказала Кеди, что Йоой на самом деле не ее двоюродная сестра. Год назад родители Йоой погибли в аварии, поэтому ее удочерили. У Йоой уже была способность видеть призраков, но во время семейной поездки произошел несчастный случай, который сделал ее очень умной. С тех пор Йоой поняла, что может видеть сцены между 2 мирами, и во время аварии ее мать забрали. Это стало причиной, по которой она хотела снова найти свою мать. Когда Кеди услышала об этом, она решила помочь Йоой. Проснувшись и услышав это снизу, Йоой решила, что ей нравится Кеди. На следующий день Йоой подарила Кеди статуэтку Будды, чтобы защитить его от злых духов. Позже они втроем вернулись к телефонной будке с привидениями. Но прежде чем они успели что-то сделать, призрак появился сам и затащил Кеди в будку. Он задушил Кеди телефонным шнуром, и даже статуэтка Будды не смогла его защитить.
Яхве схватил оружие и бросился к телефонной будке, чтобы выломать дверь. Она разбила статуэтку Будды, чтобы уничтожить телефон и перерезать провод. Яхве решил, что она поможет Каде избавиться от призрака, который преследовал его. Затем они втроем вернулись домой. Но когда все еще чувствовал леденящий душу страх от встречи с призраком, который не исчез. Дело в том, что Яой поймала призрака из телефонной будки и заперла его в своей мягкой игрушке. Когда они вернулись домой Кайка, когда задумался, почему, несмотря на сильную духовную связь Яой, она так редко сталкивается с призраками, как будто они ее избегают. Но это было логично, потому что призрак из телефонной будки был пойман Яой и разорван другими духами. На следующий день Кеда, как обычно, пошел учить Яой, но после урока Яой попросила Кеду сходить с ней в другое место, где обитают сверхъестественные существа. Он отказался, потому что у него были дела. Айка вспомнила, что в этот день Каде нужно было пройти очистительный ритуал, и решила пойти с ним. После того, когда был одержим, ему регулярно приходилось проходить очищение в храме его бабушки. После долгой поездки они втроем добрались до храма бабушки Кеды. Как только она увидела Яхве, бабушка Кеда велела ей уйти, потому что она заметила, что Яой разбила больше 5 статуэток Будды и принесла с собой мстительного духа. Кейта объяснил, что Яой его ученица, и неохотно взял ее с собой. Бабушка Кейты позвала его в храм для очистительного ритуала. Заинтригованный Кейта спросил Яой, зачем она разбила статуэтки Будды. Яой объяснила, что сделала это, чтобы проверить, действительно ли духи, запертые внутри, были теми, кто убил ее мать. Во время обряда очищения бабушка Ката спросила, регулярно ли он медитирует, потому что это помогает противостоять злым духам. Тем временем Яой украдкой поглядывала на обряд очищения Кеды. Но Айка показала ей фотографию Кеды. Айка рассказала, что у Кеды на руках выросли странные волоски. На самом деле это были его нервы, которые вытягивались и причиняли ему сильную боль. Его бабушке часто приходилось давать ему успокоительное, чтобы подстричь их. Но они всегда отрастали снова. После завершения обряда очищения Айка и Яой принесли еду для двоих. Кейта пошел умыться, оставив бабушку наедине с Яой, чтобы рассказать ей что-то о храме. Он был построен для хранения кукол-оберегов. Эти куклы сохраняли личности своих предыдущих владельцев, а в подвале храма были куклы с огромной силой. Если кто-то нарушал правила, куклы овладевали их телом. Кейта нашел на полу куклу и решил отнести ее бабушке для осмотра. Яой, услышав это, спросила бабушку Кейты, как выглядят проклятые куклы. Она объяснила, что самые опасные куклы японские, одетые в красное кимоно. Поняв, что Кеда был одержим куклой, Яой взяла меч своей бабушки и пошла спасать его. Кеда очнулся в подвале, где волосы куклы лезли ему в рот. Яой пришла и попыталась разрубить волосы куклы мечом, но у нее не получилось. Тогда она вонзила меч в голову куклы и наступила на лезвие, разрезав куклу пополам. Яхве заявила, что если эти куклы будут продолжать причинять вред людям, она уничтожит их всех до единой. Куклы прекратили атаку, и Кеда был спасен. Он понял, что, хотя он сам навлек на себя беду, Яой все равно решила его спасти. После этого катер вернулся домой с Айка и Яой. Он сказал своей бабушке, что решил пойти с Яой, потому что она была его ученицей, и даже если это было опасно, он не мог оставить ее одну. Его бабушка объяснила, что его физические способности даны ему для защиты других, а не для того, чтобы причинять вред, поэтому ему нужно изменить свое отношение к себе. Она также посоветовала ему купить статуэтки Будды, чтобы очистить злых духов, которые преследовали Яхве. Позже Яхве получила подарок от Кеды и решила показать ему свою коллекцию. Когда Кеда вернулся домой, он был потрясен, увидев коллекцию злых духов. Хуже того, ей принесла куклу, которую они нашли раньше, и снова прикрепила ей шею, используя нервы, которые отрезал Когда хотел немедленно уйти и забрать Айка с собой. Но она сказала, что мягкие игрушки не опасны, ведь она живет здесь уже больше года и ничего не случилось. Яхве также заверила Кеду, что не позволит злым духам причинить ему вред. На следующий день Кеда, как обычно, пришел к Айка. Хотя ему не хотелось идти, он беспокоился за Айка. Она выглядела совершенно нормально, как и всегда. Кеда зашел внутрь, и Айка призналась, что уже больше года живет с Яой, и ничего плохого не случилось, поэтому Кеде не стоит волноваться. Однако Яой настойчиво просила у Кеды ногти, и ему становилось все тревожнее. Во время урока Кеда чувствовал, что Яой постоянно ему угрожает, и Айка предложила разрядить обстановку, пригласив их обоих куда-нибудь. Однако они решили пойти в духовное место. Айка и Яой были рады пойти.
Кейта решил уйти, открыто признавшись, что не любит такие страшные места. Йой, которая всегда думала, что когда любит посещать святые места, была удивлена. Она приглашала его в такие места, думая, что он разделяет ее интерес. Но на самом деле, когда считал, что все эти обряды с его проклятием — это просто ерунда, и хотел по возможности их избегать. Увидев, что Кеда не хочет идти с ними, Йой и Айка решили пойти вдвоем. Айка не хотела оставлять Кеду одного, но Йой заверила ее, что если Кеда хочет снять проклятие со своей левой руки, она найдет способ помочь ему. Тогда Йой рассказала Айка о месте, куда они могут сходить, чтобы снять проклятие, и Айка быстро согласилась и отправилась туда. Тем временем Кейта продолжал свои тренировки, следуя совету бабушки. По дороге домой он зашел в магазин и купил кое-что для следующего занятия. Йой, в свою очередь, рассказала Айка, куда они направляются. В заброшенный храм, где полно статуй Будды и статуй, символизирующих материнскую любовь. Это место было известно тем, что там часто появлялись духи детей. Когда они пришли в храм, Йой сказала Айка, чтобы та оставалась в машине и позвала на помощь, если не вернется через час. Йой вошла в храм одна. Обычно она могла видеть только треть духов в каком-то месте, а значит, 2/3, скорее всего, прятались внутри храма. Войдя, Йой увидела бесчисленное количество статуй Будды. Она объяснила, что в храме почитают женское божество, которое когда-то было демоном, пожиравшим детей. Но Будда превратил демона в божество, которое помогает заблудившимся духам детей. Однако со временем дух ребенка испортил божество, превратив его в демона. Вскоре Йой столкнулась с демоном, который связал ей ноги. Дух ребенка воспользовался моментом и толкнул на нее каменную статую. Айка заметила, что прошло уже больше часа, и поехала искать помощь. Йой удалось сбежать, но она подвернула ногу. Она начала делать бумажных кукол, чтобы отвлечь внимание, но демоны-духи начали преследовать ее. Кейта в это время все еще ходил по магазинам, покупая все необходимое для занятий, когда Айка нашла его. Она попросила его помочь Йой. Но Кейта ответил, что если Йой попала в беду, то пусть сама и разбирается. Айка наконец рассказала, что Йой пыталась снять проклятие с Кейты, и поэтому он пошел с ней. Тем временем духи неустанно преследовали Йой, но куда бы они ни заглядывали, они находили только бумажных кукол, которых она оставила, чтобы сбить их со следа. Наконец Йой вернулась к храму духов и заметила, что все они движутся в одном направлении. В этот момент Кейта подошел к храму. Но когда он приблизился, духи вышли наружу, ища его. Йой услышала, как Кеда зовет ее по имени. Но он не пришел, чтобы спасти ее, потому что его преследовали духи. Йой хотела разбить статую демона молотком, но Кеда заметил, что она повредила ногу. Он подбежал к ней, обежал храм, чтобы отвлечь внимание духов, а потом схватил Йой и помог ей убежать. Кеда был благодарен за ежедневные тренировки, которые помогли ему спасти ее. Они быстро запрыгнули в машину, и Айка увезла их так быстро, как только могла. После этого инцидента Айко пришлось заплатить немалую сумму за ремонт своей машины, а когда потратил много денег на лечение вывихнутой лодыжки Йой, тем более, что у него не было страховки. Когда нес Йой на спине до ее дома, она сказала, что он напоминает ей отца. Когда спросил, зачем Йой сознательно пошла на такой опасный риск, и она ответила, что считает его другом и хотела помочь ему. Она пообещала позже объяснить, зачем ей понадобились его ногти, и пригласила его снова зайти к ней в комнату. В ее доме ей объяснила концепцию суррогатных кукол. Если в куклу запечатать злого духа вместе с кусочком тела владельца, то кукла будет впитывать все несчастья, предназначенные для владельца. Ей рассказала, что в каждую из своих кукол она вложила прядь своих волос, чтобы они могли разделить с ней боль. Если одна кукла будет уничтожена, остальные тоже пострадают. Она попросила ногти Кеды, чтобы сделать для него защитную куклу. Показав Кейте свою коллекцию, Йой продемонстрировала, что доверяет ему и считает его другом. Затем Йой показала ноготь статуи демона из храма. Она бросила его своим куклам, сказав, что раны, которые они получили сегодня, были нанесены этим ногтем. Духи внутри кукол наказали ноготь, заставив его молить Йой о пощаде. Когда Кейта спросил, зачем Йой собирает злых духов, она объяснила, что дух, который забрал ее мать, был невероятно могущественным. Чтобы противостоять ему, ей нужно было собрать равную по силе армию.
Йой призналась, что сегодня она получила травму, чтобы достать фрагмент этого демона, но если бы она смогла заполучить его целиком, то смогла бы снять проклятие с Кеды. Она предложила, что когда поправится, они снова вместе бросят вызов демону. Кеда почувствовал проблеск надежды. Он смирился с тем, что будет жить с проклятием вечно. Но теперь он понял, что, возможно, его можно снять. Он хотел избавиться от проклятия не только ради себя, но и ради Айка, которую он случайно проклял в прошлом. Йой спросила, готов ли Кеда присоединиться к ней в охоте на демонов и использовать их друг против друга. Она также рассказала, что знает о проклятии Айка на ее левой руке. Йой заверила его, что если дух, проклявший их обоих, будет уничтожен, то и проклятие исчезнет. Кеда попросил время подумать, так как он не был уверен, хочет ли он продолжать свой духовный путь. Айка была невероятно важна для него, она помогла ему вернуться в общество и была рядом в самые трудные моменты. Но если он согласится на план Йой, то нарушит постоянные уговоры Айка жить нормальной жизнью и держаться подальше от сверхъестественного. Кейта разрывался. Должен ли он продолжать жить как обычный человек и избегать духовного мира или погрузиться в него, чтобы спасти Айка? На следующий день Айка решила отвезти Кеду в школу. Йой присоединилась к ним, так как хотела посетить их школу во время перерыва. Когда они приехали, Айка окружила толпа учеников, которые хотели поприветствовать ее, ведь она была очень популярна благодаря недавнему успеху на научной олимпиаде. Кеда и Яхве с удивлением узнали, насколько Айка популярна. Многие приглашали Айка вступить в их клубы, но она просто фотографировалась с ними, обменивалась контактами и возвращалась в Кеду. Она больше не занималась научными исследованиями, а теперь ее приоритетом было ходить в школу вместе с Кедой. Когда Кеда выбирал занятия, он заметил урок по городским легендам. Ему было неинтересно на него ходить. Но Айка выглядела расстроенной. Ей всегда нравились страшные истории, но она избегала их обсуждать ради Кеды. Увидев, что она вот-вот заплачет, когда неохотно согласился пойти на урок, но дал понять, что не будет записываться. Услышав это, Айка повеселела. Она призналась, что хотя она и была отличницей по естественным наукам, ее всегда привлекали сверхъестественные тайны. Когда думал, что на уроке по городским легендам будут просто обсуждать слухи, но, к его удивлению, у учителя были серьезные лекции на эту тему. Учитель показал видео о студенте, который был так подавлен из-за учебы, что совершил самосожжение. Это заставило Кату немедленно уйти. Но было уже поздно, учитель начал показывать видео. На нем был изображен безжизненный студент, а на заднем плане виднелись несколько темных фигур. В конце концов, студент сел и внезапно превратился в Кейту. Вспыхнуло пламя, и одна из теней указала прямо на камеру. Учитель был шокирован. Он сказал, что такого раньше не было. Студенты были напуганы и решили уйти. Тем временем одно из плюшевых животных Йой загорелось с одной стороны, предупреждая, что видео проклято. Йой подошла, посыпала пленку каким-то порошком и смогла изгнать злой дух, поместив его в соломенную куклу. Она объяснила, что этот дух был намного сильнее, чем те, которых она обычно использовала в качестве приманки для Кейты. Проклятие духа работало так, что заменяло человека на видео тем, кто его смотрел. Ей хотелось заставить дух проклясть самого себя и разрушить проклятие. Но когда она поместила его в коробку и посмотрела видео, рука Кеда неожиданно загорелась. Ей попросила Айка отвезти их с духом домой, чтобы она могла разобраться с этим. Кеда возражал, опасаясь, что дух может поджечь машину. Но ей сказала, что оставлять его в школе опасно, а общественный транспорт еще опаснее. Если есть хоть какой-то шанс, что он может навредить, она хочет свести к минимуму последствия. Ей заверила их, что справится с проклятием, но Кеда настоял на том, чтобы разобраться с ним самому. Айка подошла к Кеде и объяснила, почему она всегда хотела быть рядом с ним. В отличие от обычных людей, Кеда мог видеть духовные явления, и это ее восхищало. Что еще важнее, Кеда всегда защищал ее и поддерживал, даже когда она была проклята. Айка признала, что Ката часто винил себя в ее проклятии, но это произошло потому, что она участвовала в испытании на храбрость, и Ката последовал за ней, чтобы защитить. Без его помощи она могла бы не выжить. Айка сказала ему, что больше не хочет, чтобы он ее защищал. Вместо этого она хочет помочь ему. Для нее Кейта был очень важен. Услышав это, Ката вспомнил похожие слова, которые Айка говорила ему раньше, и это спасло его. Чувствуя, что его ценят и поддерживают, Кейта исполнился надежды и решимости. Он верил, что ей и Айка сделают все возможное, чтобы помочь ему. Тогда Айка придумала план. Они сели в машину.
Но Кате пришлось снять с себя всю одежду и сложить ее в кучу, потому что дух сжигал его вещи. Пока они ехали, дух продолжал сопротивляться, поджигая одежду Каты. Айка взял на себя управление машиной, чтобы ветер мог потушить пламя. Их целью было добраться до дома, пока вещи Каты не сгорели дотла. Когда машина набирала скорость, дух усиливал свои атаки, поджигая одежду Каты. Он выбрасывал свои вещи в окно, чтобы ветер мог потушить пламя, но каждый раз, когда огонь угасал, он разгорался с новой силой. Айка пришлось ехать еще быстрее, чтобы усилить ветер. Айка увеличивал скорость, а Яой быстро поняла, что злой дух уже на пределе. Через некоторое время дух наконец перестал нападать, и Ката был в безопасности. Яой забрала духа к себе в комнату, чтобы разобраться с ним, а Кейта и Айка поехали в больницу на обследование. Когда они вернулись, Ката поблагодарил Айка за то, что она сделала все возможное, чтобы помочь ему. Айка рассказала, что Яой рассказала ей о происхождении духа. Он был рожден из-за ненависти студента университета, которого жестоко травили. Никто не вмешивался, чтобы защитить студента, и это привело к трагическому концу. Студент проклял своих мучителей, и в результате появился этот злой дух на видео. Яой планировала научить духа контролировать себя. Кейта надеялся, что с ним никогда не случится ничего подобного, и хотел спокойно окончить университет вместе с Айка. А пока он решил наслаждаться настоящим. Вернувшись в свою комнату, Айка села в кресло, заваленное фотографиями Каты. Она действительно не хотела, чтобы Кедя подвергался опасности, но решила познакомить его с духовными явлениями, чтобы удовлетворить свое любопытство и быть ближе к нему. На следующий день Кедя отправился в школу в новом наряде, который выбрала Эйка. Она выбрала его, чтобы помочь ему произвести хорошее впечатление и влиться в коллектив. Одежда была подходящей для сезона, и она даже добавила очки без линз, чтобы придать ему интеллектуальный вид. Кедя решил, что сегодня он заведет новых друзей, и сам проявил инициативу. В школе он познакомился с лидером группы Ямой, который заверил Кеде, что он скоро найдет друзей, ведь он новенький. Но Кедя решил, что добьется успеха самостоятельно и докажет себе, что может влиться в общество. Дома Эйка со слезами на глазах наблюдала за успехами Кедя, но тут неожиданно вошел Яой и заставил Эйка скрыть свои эмоции. Раньше Кедя упоминал, что встретил в университете нескольких знакомых, но все они были связаны с Эйка. Они здоровались с ним только из вежливости, потому что знали его через нее. Чувствуя себя чужим, Кедя решил найти настоящего друга самостоятельно. Эйка поддержала Кедя, выбрав ему одежду и очки, хоть и была немного расстроена. Яой быстро открыл компьютер Эйка и узнал ее секрет. Эйка тайно следила за Кедя через очки, которые ему подарила. Яой понял, что Эйка испытывает чувства к Кеде, но решил конфисковать компьютер, чтобы защитить личную жизнь Кеди. В этот момент от компьютера начала исходить зловещая аура. Встревоженная Эйка забрала компьютер. Она не понимала, откуда взялась эта аура. Яой заверил Эйка, что любить Кеди — это нормально, и пообещал полностью ее поддержать. В конце концов, они вдвоем сели за столик, чтобы посмотреть, как Кедя пытается завести друзей. К этому времени Кедя уже сидел в ресторане с двумя другими людьми. Он решил взять инициативу в свои руки и спросил, как их зовут и к какому клубу они принадлежат. Хотя он выглядел немного неловко, по крайней мере, у него хватило смелости начать разговор. Молодой человек представился как Акира с юридического факультета, а девушка, Катока, была с экономического. Поскольку они учились на разных факультетах, казалось, что будет сложно найти общую тему для разговора. Кедя поискал тему и спросил, почему они вступили в клуб. Оба ответили, что вступили, чтобы путешествовать. Ика заметила, что Кедя с трудом поддерживал разговор, задавая короткие вопросы, и обрадовалась, потому что это означало, что без нее Кедя не справится. Позже Кедя снова встретил Яму, который сказал, что его группа планирует еще одну поездку, и спросил, не хочет ли Кедя присоединиться. Кедя согласился, и Ика увидела в этом возможность для него завести друзей. Однако Яо заметил, что вокруг Кеди сгущается зловещая энергия. После ужина Кедя ушел с группой Ямы. Садясь в машину, он почувствовал холодное присутствие. Яма рассказал ему историю об одном клубе в университете. В этом клубе состояли опасные люди, которые притворялись безобидными, но каждый год вербовали людей для массового самоубийства. Официально клуб не распускали, потому что каждый год он появлялся под новым названием. Но всегда был один человек, который выживал и продолжал эту традицию – лидер. Говорили, что в прошлом году он умер, а в следующем году появится в другом обличье.
Единственное, что оставалось неизменным, это имя Ямы. Кита вдруг понял, что за этими массовыми самоубийствами стоял Яма, лидер группы. Прежде чем он успел что-то сделать, его накачали наркотиками, и он потерял сознание. Тем временем Яой, наблюдая за происходящим через камеру, обнаружила, что Яма не был сумасшедшим, а был одержим злым духом. Понимая, что Кита в опасности, она и Айка отправились спасать его. Кита очнулся в заброшенной квартире и увидел, что несколько человек вокруг него висят на веревках. Находясь на грани смерти, Яма собирался выбить стул из-под Киты, но тот сопротивлялся. Тем временем Айка и Яой нашли, где находится Кита. Эта квартира была печально известна тем, что в прошлом там покончили с собой более 100 человек. Яой не могла понять, зачем злой дух по имени Яма организовал эти массовые самоубийства, и решила, что ей нужно разобраться в этом. Кита продолжал сопротивляться, пока Айка и Яхве добрались до квартиры. Дверь была заперта, и Яхве пришлось просунуть руку внутрь, чтобы открыть ее. Она сказала Айка спасти Кету, пока она разбирается со злым духом, а Яой вбежала в квартиру и влила алкоголь в рот злому духу. Когда Яма схватил зажигалку и попытался поджечь всех, она разбила стеклянную бутылку о его голову. После этого Яой объяснила, что Яма когда-то был преступником, которого приговорили к условному сроку. Когда он вернулся в общество, он столкнулся с дискриминацией, изоляцией и даже издевательствами. Охваченный злобой, он стал злым духом, который утаскивал за собой других людей. Яой была категорически против этого, считая, что каждый человек должен сам принимать решения о своей жизни. Группа быстро покинула место происшествия. Кита задумался, почему злой дух не сжег их заживо, а повесил. Внезапно он снова почувствовал озноб. Яой объяснила, что злой дух Ямы не был полностью уничтожен. Она рассказала, как действуют злые духи. Чем сильнее их желание остаться, тем дольше они остаются в мире, но в конце концов у них заканчивается энергия, и они исчезают. Яма использовал метод повешения, чтобы легко поглощать души тех, кто все еще был привязан к миру смертных. Эти поглощенные души будут страдать больше, чем если бы они умерли. Яой предложила оставить тела полиции, так как она уже получила часть души Ямы. На обратном пути Кейта приуныл, думая, что у него не будет друзей в колледже. Яой подразнила его, сказав, что его телу будет сложнее избежать духовных происшествий. Тогда Кейта подумал, что сначала ему нужно избавиться от проклятия, а потом уже возвращаться к нормальной жизни. Он задумался, сможет ли он действительно преодолеть свои страхи, как это сделала Яой. Яой предложила научить его. Но Кейта было любопытно, как они нашли его, ведь они не знали его адреса. Яой в шутку сказала, что это женское шестое чувство, чему когда наивно поверил. Через несколько дней, когда отправился в поход с 2 девушками. Айка и Яой были заняты тем, что делали жуткие фотографии, чтобы выложить их в интернете и получить лайки. Когда подумал, что поход — это хорошая идея, ведь недавно у него были неприятности. Айка и Яой пригласили его отдохнуть. Айка была рада, что Кейта тоже поехал, потому что хотела взять Яой с собой на прогулку. Яой не хотела идти одна, и ей было неловко, что они вдвоем куда-то едут, поэтому Айка пригласила Кейду присоединиться к ним. В какой-то момент Яой спросила, нормально ли, что мужчины и женщины спят в одной палатке. Айка была совсем не против. Позже Кеди и Яой вместе пошли на рыбалку. Яой спросила, что Кеди думает о том, чтобы дать ей ответ на вопрос, который она задала раньше. Но Кеди не мог ответить, потому что все еще сомневался. Он боялся, что процесс изгнания злых духов может навлечь на него проклятие и подвергнуть Айка и Яой опасности. Кеди думал, что у Яой впереди светлое будущее, и не хотел подвергать ее опасности. Чтобы все прояснить, Яой решила посоревноваться с Кеди в рыбалке. Если она поймает больше рыбы, чем он, Кеди больше не сможет возражать против ее охоты на призраков, потому что она сама будет решать, как жить. Они провели на рыбалке весь день, но не поймали ни одной рыбы, только лягушек и крабов. Когда они вернулись в лагерь, Ика уже приготовила гриль и шампуры. Они втроем весело поужинали. Позже вечером Айка отправила Яой спать первой, а сама осталась поболтать с Кеди. В итоге они решили прогуляться. Айка спустилась к реке, чтобы почувствовать холодную воду, и спросила Кеди, знает ли он, почему она часто посещает места с привидениями. Она объяснила, что хочет научно объяснить паранормальные явления. Она всегда записывала изменения в своей проклятой руке в блокнот. Кроме того, отчасти причиной, по которой она была рядом с Кеди, было ее любопытство, почему он притягивает столько духов. Кеди спросил, что она почувствует, если он тоже решит отправиться в опасные места с привидениями. Он все еще хотел найти злых духов и снять проклятие, потому что Айка была для него самым важным человеком.
Айка пообещала помочь ему, несмотря ни на что, и они заключили договор. Когда они уже собирались возвращаться, Айка вдруг увидела, как кто-то прыгает с моста. Она позвала Кату, но тот сказал, что ничего не видел. Айка подумала, что ей показалось, и вернулась в лагерь. Той ночью злой дух начал приближаться к палатке Айка со стороны реки и пытался проникнуть внутрь. Кейда проснулся и увидел, что Айка уходит. Он остановил ее, но она сказала, что хочет пойти к мосту. Кейда позвал Йой на помощь, и она быстро поняла, что Айка одержима. Этот злой дух не мог вселиться в мягкую игрушку, как это было с другими, с которыми Йой уже сталкивалась раньше. Судя по словам Айка, дух заставлял людей прыгать с моста. Йой решила позволить Айко идти первой, потому что если ничего не делать, она так и останется одержимой. Кейда пошел за Айко, чтобы защитить ее, а Йой приготовилась уничтожить духа. Если бы злой дух мог вселяться в предметы, Йой поймала бы его и забрала домой. А если бы нет, то уничтожила бы. В конце концов, дух появился. Йой использовала мягкую игрушку с ногтями Кейды, чтобы попытаться поймать его. Но дух быстро ускользнул и попытался вселиться в Кейду. Кейде удалось поймать духа с помощью другой мягкой игрушки, пока тот был ослаблен, и поместить его в мешок с солью, чтобы удержать. Как только они подумали, что все закончилось, Айка пошла к перилам моста. Кейде пришлось ее остановить. Тогда Йой поняла, что это был не один дух, а целая группа. Они использовали Айка как приманку, чтобы заманить Кейду к мосту. Кейда и Айка упали с моста, но их спасли веревки, которые Йой предусмотрительно привязала к ним заранее в качестве меры предосторожности. Яхве рассыпал соль, чтобы отпугнуть духов, поймал еще одного и предложил ему выбор — либо исчезнуть, либо вселиться в чучело и служить ей. 2 духа были пойманы, а 8 сбежали. Кейта и Яхве подозревали, что в округе есть и другие духи, и единственный способ справиться с ними — действовать постепенно. Хотя духи были слабыми по отдельности, их было сложно одолеть из-за большого количества. Когда Кейта решил вернуться к Яхве, на него внезапно напали 5 злых духов. Айка схватила Кейту за руку, не давая ему убежать. Духи схватили Кейту за ноги и повалили на землю. Айка вылила в рот Кейты воду, в которой был злой дух. К счастью, Йой заранее дал ему бутылку со святой водой на случай одержимости. Кейта смог выплюнуть воду в соломенную куклу, наполненную рисом, и тем самым поймать духа. Йой заранее приготовила несколько соломенных кукол, чтобы поймать всех духов. Йой и Кейта успешно поймали по 2 духа каждый. Однако оставшиеся духи стали серьезнее и призвали еще 6, увеличив их число до 10. Йой действовала быстро, заставив духов, которых она поймала, поглотить одного из них, и их число снова сократилось до 5. Затем Яхве предложил оставшимся духам выбор — подчиниться и быть запечатанными в соломенных куклах и служить ей или испытать невыносимую боль. Духи подчинились, но Йой потребовала назвать того, кто вселился в Айка. Они единогласно указали на одного из них, и Йой быстро с ним разобралась. Однако Айка все еще не была свободна от проклятия. Чтобы показать, что будет с лжецами, Яса использовала недавно пойманного духа в качестве примера. Настоящий виновник одержимости Айка наконец-то раскрылся и сопротивлялся, пытаясь отомстить Йой. Но Айка использовала розовую мягкую игрушку, в которой был другой дух, чтобы показать ему ад. Одна из соломенных кукол взорвалась, и Айка пришла в себя. Когда они вернулись в лагерь, Айка рассказала, что с ней произошло. Потрясенная случившимся, группа отправилась спать. На следующее утро, когда встретил Айка на берегу реки. Хотя она почти ничего не помнила, она вспомнила тепло руки Кады. Она была рада, что когда всегда защищал ее. Несмотря на то, что когда скромно сказал, что это из-за него у нее были проблемы, Айка считала его своим героем. Они признались друг другу в своих чувствах, и когда решил защищать Айка, если она снова окажется втянута в странные события. По возвращении, когда решил присоединиться к Яхве и собирать злых духов, чтобы снять проклятие. Он понял, что общение со сверхъестественным изолирует его от общества. Но сначала он решил полностью снять проклятие, чтобы очиститься, а потом вернуться в общество, чтобы не втягивать других в свои проблемы. Айка, наблюдая за всем этим, убедилась в правильности своего решения свести Йой и Кэду вместе. Так она привязала Кэду к его проклятию и смогла продолжить исследовать места с привидениями вместе с ним, как раньше. Кейта, который раньше всеми силами избегал паранормальных явлений, теперь нашел то, что хотел защитить. В тот вечер Кейта спросил, Йой, редки ли случаи, когда группа злых духов, как та, с которой они только что столкнулись, пытается навредить.
Йои объяснила, что такие случаи действительно редки. Как она уже говорила, злые духи часто подпитываются другими духами. Жизнь в группах делала их склонными к каннибализму. Таким образом, духи объединялись только в двух случаях, когда они не знали о своей смерти или когда сталкивались с сильным врагом, который заставлял их объединяться. Яхве предположил, что дух, который забрал ее мать, был очень могущественным. Из своих исследований она узнала, что это был последний дух в явлении, известном как ночной парад 100 демонов. Затем Йои обвязала монетку ниткой и дала ее Кеде, чтобы он мог определить с помощью своих духовных способностей, куда им нужно отправиться дальше. Кеде предложил Йои сначала все изучить, а потом они уйдут, когда стемнеет. К вечеру Йои закончила свои исследования, и Кеде сдержал обещание и пошел с ней. Айка уже все подготовила для их путешествия. Когда они были готовы, Айка повезла их. Когда не хотел, чтобы Айка подвергалась опасности, но он обещал пойти с ней куда угодно, поэтому не мог нарушить обещание. В тот день, когда пришел Кайко, он смутился от тех нежных слов, что сказал ей раньше, но Айко настояла, чтобы пароль был о их отношениях. Ответ «друг» или «благодетель» не подходил. Она даже записала признание Каты, чтобы поставить его на звонок, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как признать, что они пара. Несмотря на то, что он согласился взять с собой Айка, Кеде пообещал защищать ее с помощью своей способности чувствовать злых духов. Йои хотела, чтобы Кеде не волновался из-за нее, и тогда Кеде спросил, откуда Айка знает, куда им нужно идти. Айка объяснила, что место, куда они направлялись, было очень известным. Его построили 50 лет назад, и о нем часто писали в журналах и показывали по телевизору. Это был туннель. Люди говорили, что по туннелю бродит призрак женщины в белом платье, с длинными волосами и окровавленным лицом. Иногда она несла на руках ребенка, а иногда ползала на четвереньках и гонялась за машинами. Большинство историй было связано с этим призраком. Айка хотела вернуться, поэтому они с Йои пошли обратно, а когда последовал за ними. Увидев, что когда испугался, Айка протянула руку и взяла его за руку. Когда подумал, что Айка очень милая, но когда он обернулся, то увидел, что она все еще немного далеко от него. Он был в шоке и не понимал, кто держит его за руку. Йои сразу заметила руку злого духа и быстро схватила ее игрушечным медвежонком. Но дух быстро ускользнул, и Йои предложила выйти из машины и поехать дальше. Они втроем поехали к туннелю и остановились там. Айка сказала, что призрак может забраться в машину, но если они закроют двери, он останется снаружи. Когда почувствовал зловещую ауру, и призрак появился в зеркале. Но как только он предупредил девушек, призрак исчез. Затем он внезапно появился прямо перед лобовым стеклом, и Йои велела Айка прибавить скорость и врезаться в него. Йои хотела понять, что это за призрак. Они могли бы проехать сквозь него, или он остался бы в машине, или они бы врезались в него. Понаблюдав, они поняли, что этот призрак не может войти в машину без приглашения. Тогда ей открыл дверь и пригласил призрака внутрь, быстро поймав его в ловушку внутри мягкой игрушки. Поймав его, они крепко связали призраку шею веревкой. Они втроем быстро пошли обратно, но когда вдруг почувствовал, что рядом с ним кто-то сидит. Он решил, что это был злой дух и мягкая игрушка, поэтому расслабился. Никто не заметил, что дух был прямо рядом с Кадой и последовал за ним домой. Когда они вернулись домой, дух продолжал следовать за ним, даже в ванную. Когда Кейта собирался ложиться спать, дух внезапно схватил его и поднял под потолок. Тем временем Айо поняла, что по ошибке поймала безобидного призрака, и ее обманули. Она поняла, что призрак оказался хитрее, чем они думали. Айо решила поспешить к дому Кейты, чтобы проверить, что происходит. Мать Кады, увидев, что кто-то стучит в дверь посреди ночи, сначала разозлилась, но потом радостно поприветствовала Айка, когда поняла, что это она. Айка объяснила, что пришла вернуть забытый телефон Кейты и решила зайти к нему, раз уж она здесь. Мать Кеды не ожидала, что у ее сына такая милая ученица, как Айо. Войдя в комнату Кейты, Айо столкнулась лицом к лицу с призраком. Но он тут же схватил ее за шею. На самом деле, перед тем, как войти, Айо использовала монетку на веревочке, чтобы определить местонахождение призрака, и знала, что он стоит у двери. То, что она видела раньше, было подделкой. Айо удалось вырваться из схватки и схватить призрака за волосы, задушить его и заставить отпустить Кейту. После того, как Кейту освободили, Йои продолжала душить призрака, пока тот не согласился вселиться в игрушку.
На следующее утро Кейта с трудом помнил, что произошло, и чувствовал себя очень уставшим. Но Яой заверила его, что его действительно похитил дух. Ката был разочарован, потому что хотел помогать Яой ловить злых духов, но вместо этого стал для нее обузой. Однако Яой напомнила ему, что они вместе уже месяц, и количество пойманных ею духов значительно увеличилось. У каждого была своя роль в команде, и пока все выполняли свои обязанности, все было хорошо. Но Ката по-прежнему был просто приманкой. В тот вечер Ката вернулся домой, и Яой решила проверить его рюкзак. Она обнаружила, что в нем спрятался злой дух, которого они поймали накануне. Поэтому она снова его поймала. Прежде чем закрыть рюкзак, призрак сделал жест, будто просил помощи у Кейды, но тот лишь пожал плечами. Внезапно Кейдеру позвонил посредник и сообщил, что у него новая ученица. На следующий день Кейда пришел на место встречи, чтобы познакомиться с новой ученицей. Он не знал, чего ожидать. Но вскоре появилась девушка. Кейда удивился, что его новая ученица оказалась девушкой-галкой, жизнерадостной и немного эксцентричной. Она споткнулась, подбегая к нему. Затем они пошли в ресторан, и новая ученица спросила Кейду, считает ли он ее симпатичной. Кейда заметил, что у нее были контактные линзы в форме звездочек, и вежливо сделал комплимент. Он никогда раньше не общался с такими девушками и не знал, как себя вести. Когда спросила, почему она пришла в ресторан вместо того, чтобы заниматься дома, и девочка объяснила, что дома она не могла сосредоточиться и пришла сюда сменить обстановку, а также насладиться вкусной едой. Когда представился сам, и девочка тоже представилась как Мио. После этого Мио понравилась еда Каты, и ему пришла в голову идея. Он решил поиграть с Мио в игру. За каждый правильный ответ на вопрос из домашнего задания он давал ей кусочек еды. Если она отвечала неправильно, он съедал еду вместо нее. Если Мио удавалось съесть больше, чем ему, он угощал ее любым блюдом, которое она хотела. Кейтер поняла, что Мио не была равнодушна к учебе, скорее она просто не находила способа увлечься этим. Однако Мио неправильно отвечала на все вопросы, поэтому Ката съела всю еду. Мио осталась недовольна и заказала еще еды. Внезапно к ней подбежал персонал и вылил на Мио чашку воды, из-за чего она заплакала, жалуясь на то, как ей не повезло. Затем, когда спросил ее, чувствует ли она тяжесть на своих плечах. Мио была озадачена, спросив, откуда, когда это знает, и он указал на следы в пролитой воде. Мио была удивлена, что когда также может чувствовать духов, но он объяснил, что может только ощущать их присутствие, но не видеть их полностью. Затем Мио объяснила, что в детстве она всегда была слабой, и ее часто преследовали призраки, принося несчастье себе и окружающим. Однако она никогда не была одержима. У нее когда-то был старший брат. Но однажды, когда он сопровождал ее, на него упала балка с близлежащей строительной площадки, убив его. Она всегда винила себя в его смерти, считая, что это она виновата. Мио всегда думала, что дух ее брата следит за ней, чтобы защитить. Хотя она и боялась призраков, она все равно хотела жить хорошо, чтобы ее брат мог спокойно уйти в мир иной. Она наняла репетитора, чтобы подтянуть учебу ради брата, чтобы ему было спокойнее. Кейта отвела Мио к Яой за помощью. Мио не верила, что Яой сможет решить ее проблему, но Яой быстро заметила, что за Мио следуют два духа. Затем она использовала мягкую игрушку, чтобы поймать злых духов. Как только все уладилось, Мио смогла уйти, поблагодарив ей за решение ее проблемы. Кейта отвела Мио домой, но внезапно той ночью, когда Кеди спал, злой дух явился ему во сне и сказал, что он должен спасти Мио, потому что ее брат был тем самым опасным духом. Йой сказала Кеди, что куклу Мио кто-то душит, поэтому Кеди бросился к ней, и они вместе отправились к Мио домой. Мио жила одна в квартире, и Кеди удивился, почему ее родители позволили 16-летней дочери жить одной. Йой спросила, где комната Мио, и поднялась туда одна, чтобы проверить куклу. Пока кукла была цела, это означало, что Мио была жива. В этот момент Мио увидела, что ее брат пытается задушить ее, и закричала, спрашивая, почему. Йой выломала дверь, чтобы остановить дух ее брата. Но дух внезапно остановился, и у него было достаточно времени, чтобы уйти с миром. Кейта тоже вошла в комнату, и Мио подумала, что ее брат, должно быть, ненавидел ее за то, что она стала причиной его смерти, поэтому он хотел забрать ее с собой. Однако ни Кейта, ни Яой не почувствовали никакой ненависти от духа ее брата, поэтому они решили, что за этим должна стоять какая-то другая причина. Мио сказала, что через 4 года она умрет, потому что ее выбрало божество, и когда ей исполнится 20 лет, это божество заберет ее. Это была семейная традиция.
Затем Ката заметила фотографию на прикроватной тумбочке и поняла, что дух, который явился ей во сне, был изображен на этой фотографии. Мия не видела призрака на фотографии, а Яой нужно было сосредоточиться, чтобы его увидеть. Яой поняла, что белый призрак был очень могущественным. Причиной, по которой его удалось запечатлеть, было то, что звезда в глазах Мио исчезла. Но внезапно звезда снова появилась, и Яой поняла, что дух сбежал из комнаты, полной злых сущностей. Он действительно был достаточно могущественным, чтобы быть божеством, а Мио была невестой божества. В этот момент свет внезапно погас, и духи начали проникать в комнату. Яой объяснила, что энергия божества исходила из глаз Мио, и это притягивало к ней призраков и злых духов. Кейта спросил Мио, как долго она здесь живет, и она ответила, что переехала сюда всего 2 месяца назад. Она впервые увидела призрака своего брата. Хотя у нее иногда случался сонный паралич, и ей всегда было тяжело на плечах, Ката была удивлена, что она смогла жить в месте, где свободно приходили и уходили духи, и при этом оставалась невредимой. Затем Яой позвонила Айка, которая быстро приехала, узнав, что Кейда в беде. Кейда спросила, откуда Айка знает точный адрес, и Яой пришлось объяснить за нее. Мие пришлось представить Миеко своей девушке, и Миеко это немного насторожило. Тогда Яой осторожно рассказала Айка о ситуации Миеко и попросила приютить ее на некоторое время. Айка предложила Миеко сладости, чтобы та пошла с ними, но Яой предупредила, что есть сладкое на ночь опасно. Затем Кейта вышел в туалет, и Яой попросила его поскорее вернуться, пока не появились опасные сущности. Но как только она договорила, Кейда тут же столкнулся с той самой опасностью, о которой говорила Яой. Кейда сделал вид, что не заметил ее, и пошел дальше, надеясь, что она не нападет на него, но злой дух ухмыльнулся ему. Когда Кейда зашел в туалет, он понял, что злой дух последовал за ним. Он сделал вид, что не боится, надеясь, что дух не нападет на него. Вымыв руки, Кейта не знал, с каким злым духом столкнулся, но сразу заметил его за спиной, играющего с его разумом. Если бы не фигурка Яой, Кейта был бы в серьезной опасности. Кейта поспешно попытался уйти, вернулся в комнату и сделал вид, что все в порядке, и попросил всех поскорее уйти. Группа неохотно последовала за Кейдой, но Яой поняла, что Кейда запаниковал из-за того, что дух преследовал его. Он был не очень сильным, но пытался приблизиться к Кейде, чтобы завладеть его разумом. Когда группа подошла к лестнице, они увидели, что она на ремонте, поэтому им ничего не оставалось, кроме как воспользоваться лифтом. Но двери лифта не закрывались, и это начало беспокоить группу. Когда они уже начали волноваться, двери наконец закрылись, но на экране появилось лицо злого духа. Ика и Мия видели это. По мере того, как лифт поднимался на каждый этаж, на каждом уровне появлялось лицо духа. Когда они добрались до 1-го этажа, лицо духа исчезло, и Ката решила выйти на улицу, чтобы посмотреть, не скрывается ли дух все еще где-нибудь поблизости. Он быстро повел группу бежать, но внезапно дух появился в лифте и протянул руку, чтобы схватить Мио. Однако знак божества на лице Мио защитил ее, и дух схватил Каду за ногу, втягивая его в лифт. Мио и Айка пытались удержать Каду, но ему пришлось оттолкнуть их, зная, что это бессмысленно. В этот момент Яой бросился в лифт, чтобы помочь Каде, и они оба оказались в ловушке внутри. Мио подумала, что она снова стала причиной чьей-то смерти. В прошлом ее отец считал, что она была причиной несчастья в семье, и попросил ее уйти. Ее брат смог остаться с ней. Но именно за то, что он остался, он поплатился своей жизнью. Так вот, это была Кеда, и ей казалось, что злой дух преследует ее. И все же именно Кеда страдала от последствий. Но Айка обняла Мия и заверила ее, что с Яой и Кедой все будет хорошо. Затем Кеда и Яой были отведены в подвал, место которого явно не существовало. Им пришлось столкнуться лицом к лицу со злым духом, который уничтожил 4 мозга, и 4 души появились позади Кеды. Он внезапно увидел воспоминания призрака и узнал, что злой дух забрал их мозги, чтобы превратить их в своих слуг. Души были вынуждены бродить по лифту и приносить духу новые жертвы. Ката рассказала Яой, что узнала, и объяснила, что им нужно разобраться со злым духом, чтобы освободить души. У Яой был план. Она дала Кейте свою куклу, сказав, что дух внутри нее защитит его от 4 душ. Чтобы победить, нужно было заманить злого духа в лифт и отделить его от его владений, подвала. Яой бросилась вперед, оставив Кейту в замешательстве, и сказала ему оставаться внутри. Она использовала веревку, чтобы приблизиться к злому духу, зная, что он недооценит ее, потому что он охотился за Кедой.
Чтобы справиться с такими охотниками, нужно использовать их беспечность. Йой быстро обвязала веревкой его ноги, а Кеда помог ее затянуть. Злого духа связали и потащили к лифту. Йой поняла, что дух коснулся куклы, которая защищала Кеду, и очень разозлился. Когда дух потянулся к мозгам, Йой ударила его веревкой, сделанной из волос призрака женщины. Дух затянуло в лифт, и вскоре он был поглощен духом внутри куклы. Йой поняла, что теперь они могут вернуться на поверхность, но она хотела вернуться в комнату Мие, чтобы разобраться с оставшимися делами. Она также планировала провести ритуал очищения для 4 девушек, чтобы они не задержались слишком долго и не превратились в злых духов. Когда они проходили мимо 2 девушек, Йой отправила сообщение Айка, чтобы та знала, что с ними все в порядке. Кату напугал способ очищения, который использовала Йой. Она объяснила, что раньше люди вешали тела мертвых ворон, чтобы отпугнуть других ворон, и точно так же очищение духов означало помочь им обрести покой. Она оставила злого духа на растерзание 4 душам. Когда они достаточно помучают его, они получат удовлетворение и перейдут на другой уровень. Хотя она не знала, сколько времени это займет. Но пока 4 души мучают злого духа в комнате Мио, другие духи побоятся туда войти. Затем Йой решила вернуться в свою комнату, чтобы взять кое-какие инструменты. Когда она снова встретила Айка и Мио, Мио обрадовалась, что они оба целы и невредимы. Но она не хотела больше оставаться с Кедой и Йой, боясь, что принесет им несчастье. Йой, однако, заверила ее, что заперла злого духа в комнате Мио, чтобы другие духи или злые существа не могли помешать ей. Если Мио продолжит притягивать несчастье, Йой запрет их всех для нее. По дороге назад Мио решила, что с этого момента она выяснит, почему ее брат пытался убить ее. Кейта был рад, что Мио наконец решила постоять за себя. Когда они вернулись в комнату Йой, они были потрясены, увидев, что множество мягких игрушек Йой было уничтожено, очевидно, богом. Йой поклялась, что заставит этого бога заплатить за это. Бог тут же покинул Мио и спросил Йой, как она собирается его поймать. Йой ответила, что злые духи, которых он только что уничтожил, были всего лишь детьми, а более взрослые еще не присоединились к битве. Но больше всего она была уверена, что сможет справиться с ним сама, ведь он был богом. Ему, должно быть, было больше 500 лет, и 5-летний бог, который хотел жениться на 20-летней девушке, был, по сути, лоликой. Затем она сказала, что остальные куклы трясутся не от страха, а от злости на него. Поэтому она решила приготовить для него место для раба. Заинтригованный бог сказал, что оставит место для Яви в своей коллекции. Затем он исчез и вернулся в Мио, предупредив группу, что им нужно хорошо подготовиться, потому что он уничтожит их всех и унизит до глубины души. Как бы они ни сопротивлялись, проклятие Мио останется. Затем Гао вывел группу наружу, запер дверь и сказал Каде, что фракция злых духов в ней была уничтожена. Теперь они будут сражаться друг с другом, чтобы определить сильнейшего. Когда знала, что комната превратилась в ад. Но через некоторое время звуки прекратились. Е открыл дверь, и после очищения остался только один плюшевый мишка. Но теперь он собирался восстать. Он позвал Каду, и ей предупредил, что если она ответит, то станет калекой. Айка тоже получила звонок, но Мишка запер группу. Айка еще не ответила, поэтому я и попыталась запереть Мишку. Она использовала все, что могла, чтобы поймать его, и, к счастью, Кейта успела открыть дверь и не дала Айка ответить. Я ей сказала, что теперь этот злой дух можно считать злым духом высшего уровня, самым сильным. Его нельзя было подавить. Его сила могла распространяться на 5 домов, поэтому ей нужно было носить его с собой и присматривать за ним. Теперь Кейта могла идти домой, и они встретятся завтра. Кейта не ожидал, что все так обернется, и Яо явно многим пожертвовала, чтобы добиться такого прогресса. Люди, которые пожертвовали собой, помогли проложить новый путь. На следующее утро группа вернулась в комнату Мио, чтобы повесить печати, которые приведут злых духов прямо туда, где 4 души мучили злого духа. Это покажет другим духам, что им не стоит приближаться к комнате Мио. Затем группа вернулась в комнату Йой, чтобы уничтожить злых духов. Во время уборки Мио вспомнила, что сегодня годовщина смерти ее брата, и ей нужно было вернуться домой к родителям. После нескольких часов уборки Кейта и Йой очень устали. Йой извинилась за то, что втянула Кейту и Ика в эту ситуацию. Им повезло, что они до сих пор живы, потому что Бог был очень мстительным существом. Теперь им нужно было быстро найти способ справиться с ним, иначе в следующий раз, когда они встретятся с ним, они могут погибнуть.
Яой объяснила, что обычно она собирает злых духов, чтобы использовать их в качестве подопытных, чтобы защититься от духовных атак. Со временем она собрала целую армию, чтобы постепенно победить злого духа, который похитил ее мать. Но из-за противостояния с Богом ее армия потеряла много членов, поэтому теперь им нужно было охотиться на более сильных злых духов, чтобы восстановить свою армию и в конечном итоге сразиться с Богом. Как только они поймают Бога, Яой была уверена, что сможет противостоять злому духу, который похитил ее мать, и Мио будет спасена от своей роковой участи. Кейта спросил, сколько им понадобится, чтобы сразиться с Богом, и ей объяснила, что однажды она победила Бога всего 3 обученными злыми духами. Если они хотят победить Бога, то им понадобится, скорее всего, 6. Сейчас у нее уже есть 3 обученных духа и еще 1, созданный вчера, итого 4. По всей стране есть очень мощные духовные места. Если бы они могли отправить злого духа на одно из таких мест, чтобы он уничтожил злого духа, контролирующего другое место, то появился бы более сильный злой дух, сильнее обученных злых духов. Поэтому теперь они будут нацеливаться на опасные места по всей стране. Ей уже отметила на карте самые опасные духовные места. Сначала они захватят Токио, а когда наберутся сил, она захватит всю страну. Она считала, что если победит и захватит хотя бы 20 мест, то создаст самую сильную армию злых духов. Неважно, будет ли это бог или злой дух, похитивший ее мать. Кейда понял, что ему придется вытерпеть еще больше, но раз они уже составили план, можно было начинать урок. Ей сразу же расстроилась. А Ойка, которой нужно было написать отчет, ушла первой. После урока ей захотело прогуляться с Кейтой. Он поехал на велосипеде, взяв ее с собой, и ей сказала, что всегда сражалась одна, пока не появился Кейда. Она была очень рада, что теперь у нее есть спутник. Для нее Кейда был не просто приманкой для злых духов, а верным союзником. Кейда решил поблагодарить Яхве и позволить ей выбрать место, куда они могли бы пойти вместе. Яхве указал на место, и Кейда последовал за ней, но к вечеру понял, что они направляются к недавно созданному опасному духовному месту. Это место еще не было отмечено на карте, но его уровень опасности был S. Яой хотела проверить силу своего недавно окончившего обучение злого духа. Кейда знал, что у него нет выбора, и он должен был пойти с ней, ведь он уже пообещал Яой. Яой заранее предупредила Кейда, что если они войдут на территорию уровня S, то им придется полностью уничтожить злого духа, который там обитает. Когда они вошли, Яой сказала Кейте, что хотя злой дух здесь и силен, он довольно безобиден, потому что здесь никто не погиб. Казалось, что злой дух просто отпугивал людей, чтобы они не возвращались. Кейда и Яой уже собирались уходить, когда внезапно встретили старуху. Хотя Яой знала, что это злой дух, она просто сказала, что они пришли в гости. Старуха повела их дальше. Яой заметила странные знаки в этом месте, в том числе ощущение, что за ними следят призрачные фигуры мертвых солдат и духов нескольких женщин, которые шли за ними. Наконец старуха рассказала, что они находятся в древнем замке. В прошлом солдаты пытались сбежать, и замок был атакован врагами. Все жители замка были убиты, а большинство женщин были обезглавлены захватчиками, чтобы люди не сопротивлялись. Выжившие женщины позже покончили с собой, бросившись в водопад. Их кровь окрашивала воду в течение 3 дней. Яхве дал Кейте игрушку, которую еще не превратили в злого духа, чтобы защитить ее, а сама Кейта держала в руках куклу злого духа и палец, которым управляли духами детей. Но вдруг Кейта почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной, и обернулась. Яой ничего не увидел и сказал Кейте, чтобы она продолжала идти. Но тут Кейта заметила, что за ней идет старуха. В это время Яой почувствовал, что его кто-то схватил. Он обернулся и увидел, что старуха на самом деле была злым духом. Яой понял, что Кейта ушла без него. Злой дух быстро лишил Яоя сознания и, похоже, заинтересовался пальцем, который держала Кейта. Кейта отчаянно бежала, пытаясь найти Яоя, но вскоре ее окружили другие злые духи и не давали ей двигаться. Она увидела, как женщины из прошлого совершают самоубийство, прыгая в водопад. В этот момент Кейта увидела себя на краю водопада, собирающуюся сделать то же самое.
Духи женщин напомнили ей об этом моменте. Кейта очнулась посреди леса и обнаружила у себя на шее рану от ножа. Кукла, которую она использовала, была уничтожена, и она поняла, что ее прокляли. В панике Кейта побежала искать Яоя, но когда она нашла его, то увидела, что он уже умер. Он упал с холма и увидел, что тело Яоя висит на дереве. В панике он понял, что стоит перед водопадом. Злой дух, управляющий водопадом, сказал ему, что он должен запомнить этот момент. Он наложил на него проклятие, которое будет преследовать его до самой смерти. Кейтер понял, как глупо было попасть в эту проклятую ситуацию, в то время как Яой уже погибла. Но перед этим Яой почувствовала что-то необычное и, воспользовавшись моментом, когда злой дух отвлекся, набросилась на него с веревкой. Заставив злого духа притвориться старухой, Яой поняла, что Кейда в опасности, и бросилась спасать его. Кейда тем временем заметил, что тело Яой было подделкой. Внезапно оно обняло его и, казалось, подняло в небо. Кейда увидел в небе множество скелетов в современной одежде. Он понял, что это были люди, которые безрассудно отправились на поиски. Это объясняло, почему никто не погиб, никто не вернулся, чтобы рассказать об этом. Но Кейтер понял, что Яой жива, и надеялся, что она успеет его спасти. Как только он подумал об этом, Яой бросилась вперед и ударила злого духа по голове, разбив ее. Кейта с облегчением увидел, что Яой цела и невредима. Но теперь настоящей проблемой была голова злого духа, которая все еще наводила на него проклятие. Это проклятие постепенно отнимало у него голову, а вокруг них был барьер, не дававший им сбежать. Злой дух высосет их души, как только голова будет полностью отделена и станет еще сильнее. Как и подозревала Кейта, никто не рассказывал о том, что здесь можно умереть, потому что никто не возвращался, чтобы рассказать об этом. Яой заметила, что палец злого духа, которого она держала, дрожал от страха. Это подтверждало теорию Кейты, и Яой решила, что с этим можно справиться. Тогда она выпустила своего собственного злого духа, и тот, что был в плюшевом медведе, оказался темным мастером. Мастер начал читать заклинания, и Яой дала Кеду наушники, чтобы он не слышал его, потому что тот, кто услышит это заклинание, умрет. Темный мастер поглощал души убитых им людей. Барьер, созданный злым духом, вскоре был разрушен силой темного мастера, и барьер исчез. Затем злой дух обезглавил темного мастера, но голова продолжала читать заклинания, поэтому злой дух отрезал ей рот. Однако существа, которые слышали заклинания, продолжали его повторять, и злой дух отрубил им головы. Но даже души, захваченные темным мастером, продолжали читать заклинания, и это привело к разрушению огромного барьера и тела злого духа. Затем духи бросились на злого духа, заставив его принять свою истинную форму и сбежать. Яой поняла, что он пытался убить всех, кто мог читать заклинания, чтобы поглотить темного мастера. Поэтому у нее не было выбора, кроме как преследовать его. Так как было слишком темно, чтобы Яой могла идти по следу, Каду пришлось полагаться на свой инстинкт, чтобы помочь ей догнать духа. В конце концов, они нашли злого духа, но так как заклинание прекратилось, он приготовился напасть на них. Но дух тоже начал что-то бормотать. Яхве спросил, хочет ли он продолжать существовать или исчезнуть навсегда. После этого Яхве быстро его усмирил. В этот момент, когда вдруг начал громко читать молитву, Яхве быстро зажал ему рот и надавил на горло, чтобы заставить его замолчать. Она предупредила, что ударит его пальцем по голове, чтобы заставить плюшевого медведя, в котором находится дух монаха, замолчать. Кейта должен был быстро запечатать дух монаха в игрушку, потому что монах мог убить любого человека, который услышит его молитву, в течение 20 секунд. Кейте хватило этих 20 секунд, чтобы запечатать дух. Тогда обмотал голову медведя веревкой. Но через мгновение монах снова начал читать молитву. Тогда, когда засунул его в пластиковый пакет, закрепил его цепями и запер на замок. Дух монаха снова был запечатан, и Кеда спасся. Затем ей заметила, что злой дух был привязан к чему-то таинственной нитью. Она пошла за нитью вместе с Кедой к водопаду. Там ей нашла коробку с проклятой рукой. Она разорвала связь между рукой и злым духом, и тот внезапно изменился, став добрым. Яхве понял, что этот дух изначально был добрым, но его испортил проклятый предмет. Кеда испугался, что он отправил много добрых духов в ад. Но Яхве успокоил его, сказав, что это был единственный добрый дух, которого он встретил.
Другие духи, которых видел Кеда, были лишь осколками сознания этого духа, которые воссоздавали воспоминания об этом месте. Цель духа была в том, чтобы хорошие люди, которые когда-то жили здесь, не были забыты. Действия монаха, уничтожившего фрагменты, только ослабили дух, и его нынешнее состояние было наказанием за ошибки, которые он совершил непреднамеренно. Ей освободила блуждающего призрака, запертого в бумажном талисмане. Оказалось, что это был бродячий дух, случайно попавший в эту историю. Настоящим виновником был тот, кто намеренно оставил там проклятую руку, чтобы свести дух с ума. Яхвей решил закопать проклятую руку, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Яхвей также попросил Кейту закопать предмет, в котором был дух, чтобы он мог восстановиться. Она сказала, что заберет его позже, если понадобится. Кеда поблагодарил ей за спасение, но ей ответила, что выжила только благодаря его помощи. Она спросила, не хочет ли Кеде бросить охоту на призраков, но Кеде понял, как сильно он ценит ей. Поскольку она не собиралась бросать это дело, он решил преодолеть свои страхи и продолжать помогать ей. Когда они уходили, дух пришел попрощаться с ними и дал им кусок ткани, который они могли использовать, чтобы призвать его на помощь в будущем. Когда они вернулись домой, Айка расстроилась, что они не взяли ее с собой, но все равно хотела услышать, что произошло. Ей рассказала о случившемся и пригласила Айка присоединиться к ним в следующем месте назначения. Теперь, когда она научилась управлять силой темного монаха, следующим местом был тот же старый бункер, который был классифицирован как опасная зона С-ранга. Йой спросила Айка, знает ли она, где можно спрятать проклятую руку. Кеде был шокирован, что Йой принесла ее обратно. Поскольку никто не хотел брать на себя ответственность, Йой решила, что сама с этим справится. Айка обняла Кеду за шею и подразнила его, сказав, что ему должно нравиться исследовать жуткие паранормальные места. Она начала тонко намекать, что ему действительно нравится ходить в такие места. Ката раньше думал, что Айка не из тех, кто любит подобное, но теперь он был уверен, что Айка хочет затащить его в страшные места. Тем временем тот, кто подбросил проклятую руку к водопаду, отругал бродячего духа за то, что их план провалился. Оказалось, что ему помогал проклятый монах, у которого было много учеников по всей стране. Организатор избавился от бродячего духа и решил ускорить свои планы. В это время злой дух по имени Яой, известный как Кубу, напал на храм другого духа, связанного со множеством призрачных детей, по имени Кишимаджин. Два духа ненадолго схлестнулись, прежде чем Кубу внезапно исчез. Похоже, они оценили силу друг друга и, скорее всего, встретятся снова в будущем. Тем временем Айка собрала свои вещи, чтобы отправиться с Яой и Кедой. Они быстро отправились во вторую опасную зону второго ранга. Кеда заметил, что кукла-подделка, которая спасла его раньше, была у Яой. Она сказала ему, что в следующий раз он должен сам забрать останки. Иначе будут последствия. Затем Яой попросила Айка сначала зайти в другое место, потому что она хотела забрать еще одного духа, чтобы он был под рукой, на случай, если темный монах создаст проблемы или ему не хватит сил справиться с ситуацией. Она рассказала, что спрятала этого духа у реки в отдаленном месте, где его можно было бы вырастить и укрепить. Яой специально оставила духа там, чтобы он поглощал других злых духов и становился сильнее. Когда Кейта спросил, что это за дух, Яой объяснил, что это не злой дух, но он все равно очень опасен. Это была душа высокопоставленного военного командира, который участвовал в войне. Его преследовали мстительные духи вражеских солдат, не давая ему уйти в мир иной. Яой заключил с ним сделку, одолжив его силу в обмен на помощь в достижении мира. Их отношения не были враждебными, но проблема заключалась в том, что командира нужно было перенести, не освободив мстительных духов. Если бы они освободились, то без колебаний убивали бы всех на своем пути. Яой велел Ика купить припасы, отдав предпочтение воде, так как мстительные духи постоянно испытывали жажду. Затем группа вышла в поле и услышала странные звуки. Они увидели манекен с многочисленными ранами на теле. Вскоре появились следы, включился телевизор, на котором появилась тень злого духа, и начали проявляться мстительные духи павших солдат. Один дух приблизился к Кейте и вселился в него, заставив его увидеть жестокие сцены из их военного прошлого. Эти солдаты сражались не только с врагами, но и с голодом и жаждой, и в итоге после смерти превратились в голодных призраков. Кейта был вынужден выпить всю воду, которая у них была, но потом стал агрессивным. Манекен тут же разорвали на части, и Яой вылил воду, чтобы отвлечь духов. Но их быстро окружили. Яой велел Ика найти духа, чтобы она могла укрепить его печати.
Ика подбежал к манекену, снял с него одежду и схватил игрушку, в которой был дух. Спасаясь от мстительных солдат, Ика бросила игрушку в Яхве. Кейта использовал сеть, сделанную из волос злого духа из предыдущего бункера, чтобы поймать чучело животного, и снова запечатал его, чтобы успокоить мстительных духов. Тогда с облегчением подумал, что все закончилось. Но Йой напомнила ему, что это было только начало, и им еще предстояло отправиться в другое место. Пока они покупали напитки, Йи починил чучело, чтобы использовать его в будущем. Тем временем Ика обнаружила, что стала лучше чувствовать паранормальные явления и была взволнована перспективой дальнейшего взаимодействия с ними. После перегруппировки команда продолжила свой путь. Кейт вздохнул, мысленно готовясь к тому, что ждало их впереди. Вскоре группа прибыла в место, где находился призрак, одетый в белое кимоно. Поскольку машины не могли проехать дальше, Йой сверилась с картой. Там было 3 туннеля, один из которых был недавно проложен, а в 2 других, как говорили, обитали призраки. Когда быстро почувствовал темную ауру, исходящую из одного из старых туннелей, Ика решила поискать в интернете дополнительную информацию, но ее телефон выскользнул из рук. Когда наклонился, чтобы поднять его, он с удивлением увидел чучело медведя, которое принадлежало длинноволосому духу. Йой обнаружила, что злой дух нашел новое укрытие, вероятно, избежав предыдущей расправы, которую учинил темный монах. Воспользовавшись его присутствием, она решила сделать его духом-защитником Айки. А недавно отремонтированную куклу она отдала Кейде вместе с тканью, пропитанной силой духа водопада. Поскольку Кейда был наиболее вероятной целью, это должно было его защитить. Затем группа отправилась в туннель, и Кейде вспомнил о предупреждении. Как только они зашли внутрь, пути назад уже не было. Айка рассказала о возможных паранормальных явлениях, с которыми они могут столкнуться. Например, о призрачной женщине в белом кимоно. 2. О призраке, который будет преследовать их, если они обернутся. 3. О кровавом пятне на стене, оставленном старухой, которую сбила машина. 4. О жутких звуках, доносящихся из глубины. 5. О дорожных зеркалах, отражающих дурные предзнаменования, часто приводящие к авариям. 6. О других сверхъестественных явлениях. Когда Айка заметила дорожное зеркало у входа, она задумалась, не закреплено ли оно. Она попыталась найти в интернете похожие изображения, но экран неожиданно завис. В этот момент Йой велела Кейти и Айка войти в туннель. Однако Айка вскоре поняла, что все еще стоит у входа, а Йой и Кейда уже исчезли. Внезапно Айка встретила девушку по имени Анна, которая представилась видеоблогером, исследующей места с привидениями. Анна пригласила Айка присоединиться к ней, и, углубляясь в туннель, они болтали о слухах о маньяке с топором, который безжалостно преследовал всех, кто попадался ему на пути. Не успели они опомниться, как оказались у выхода из туннеля. Но, выйдя наружу, они снова оказались в туннеле. Они пытались выйти снова и снова, но их все время засасывало обратно. Тогда Айка попросила Анну понаблюдать за ней, пока она будет пытаться выйти. Анна видела, как Айка выходит из туннеля. С точки зрения Айка, путь впереди вел ее обратно в туннель. Обе девушки запаниковали и заметили на земле 2 предмета, похожие на почки. Они решили, что если вернуться в туннель, то разорвут этот круг. Но когда они побежали к выходу, их снова затащили внутрь, и на этот раз на полу лежала отрезанная печень. Чтобы успокоить нервы, Анна продолжила рассказывать историю об убийце. Она объяснила, что перед тем, как расчленить своих жертв, он делал кое-что еще более ужасное. Тем временем Яой и Кейта уже прошли половину туннеля, когда Яой сказал, что фигура позади них не Айка. Она объяснила, что если бы она сказала об этом раньше, дух мог бы напасть от неожиданности, а Ката, не зная об этом, могла бы вмешаться, дав духу возможность сбежать. Анна продолжила свой рассказ об Айка. Не вдаваясь в ужасные подробности, она описала, как убийца отрезал конечности своих жертв и подвергал их таким ужасным пыткам, что они хотели умереть, лишь бы избавиться от страданий. Анна сама была одной из таких жертв. Она рассказала, что у нее была подруга, которая пыталась спасти ее, но в итоге разделила ту же участь, столкнувшись с убийцей. Напуганная Айка убежала и, казалось, выбралась из туннеля. Но она оказалась в тупике. Из темноты появился убийца с топором, уже убивший Анну. Он начал преследовать Айко, которая отчаянно пыталась убежать, но снова оказалась там, откуда начало. На этот раз убийце некуда было бежать. В этот момент Яой заметил, что у куклы-заместителя отрублена нога.
Поняв, что Айка в опасности, Кеда почувствовала, что леденящее душу ощущение исходит из другого места, вероятно, из настоящего туннеля с привидениями, где оказалась Айка. Внезапно призрак, который преследовал Кеду и Яхве, напал на них, и Яхве ударил его ножом в голову. Она решила поймать призрака и использовать его, чтобы он привел их к Айка. Тем временем длинношерстный дух, обитавший в плюшевом медведе, в котором была Айко, пришел в ярость, когда дух с топором отрубил ему лапу. Дух вырвался из медведя и набросился на убийцу. Несмотря на то, что дух с топором запутался в его шерсти, убийце удалось вырваться и обезглавить длинношерстного духа. Айка, ошеломленная, начала сопротивляться мстительным духам предыдущих жертв убийцы. Кейта и Йои прибыли как раз вовремя, но дух с топором неожиданно подал им знак рукой. Если они хотели спасти Айка, им нужно было войти в его владение. Айка знала, что борьба внутри приведет к их поражению, потому что ее выпускной дух разрушит замкнутое пространство. Единственной возможной стратегией было выманить духа с топором наружу. Когда они договорились о плане, они уверенно вошли в туннель. Когда они вошли, Ката заметил странный знак в глазу куклы-заместителя. Поняв, что дух с топором пытается выколоть ему глаз, он побежал вперед и столкнулся с призраком с выколотыми глазами. Дух с топором потащил этого призрака вперед, давая понять Такеде и Йой, что если их поймают, то их ждет та же участь. Йой знал, что дух не даст им сбежать, он просто хотел поиграть с ними и посмотреть, как они будут бороться, прежде чем проиграют. Кейта и Йой пробежали приличное расстояние, прежде чем нашли Айка, связанную и с кляпом во рту. Кейта вдруг услышал, как кто-то зовет его по имени, и понял, что голоса доносятся из лиц предыдущих жертв убийцы, впечатанных в стену. Дух с топором тут же бросился вперед и нанес удар, который разрубил куклу заместителя пополам. Йои освободила Ика и велела Кейте взять ее на руки и бежать. Дух с топором напал на них сзади, но им удалось увернуться и убежать. Когда они бежали, из земли появились руки и схватили Кеду за ноги. Он пытался вырваться, но дух с топором уже замахнулся для смертельного удара. Йои оттолкнула Кеду, чтобы спасти его. Когда они подбежали к выходу, слепой дух, который уже нападал на них раньше, схватил Кейту. Айой рассыпала соль, и дух отпустил его. Кейта и Айой убежали, а Яи схватили. Айой быстро бросила поддельную куклу Яи, и дух, заключенный в ней, укусил духа с топором за руку, позволив Яи освободиться. Разъяренный дух с топором вцепился в несчастного слепого духа, чтобы восстановить силы. Разозлившись еще больше из-за того, что впервые потерял добычу, дух с топором обратил свой гнев на них. Яхои, уже готовая к этому, решила призвать своего второго выпускного духа, вместо того, чтобы полагаться на своего главного духа, который специализировался на постепенном уничтожении и не подходил для прямого противостояния. Она призвала духа, которого встретила год назад на кладбище. Этот дух, преследуемый солдатами, которые цеплялись за него и пожирали души невинных людей, чувствовал огромную вину за то, что подвергал опасности других. Он давно хотел умереть, и Йои подчинила его себе, дав ему имя Сержант-демон. Призванный Яи, Сержант-демон немедленно блокировал атаки духа с топором и сорвал с него маску. Затем он активировал свое проклятие, призвав солдат-нежить. Его проклятие вызывало у всех врагов, оказавшихся в зоне его действия, бесконечную жажду и слабость, обрекая их на состояние, в котором смерть была невозможна. Яи велела Айой позвонить ей, оставив свой телефон, пока они убегали. Она объяснила, что с каждым новым оружием, которое доставал сержант-демон, проклятие становилось сильнее и расширяло зону своего действия. Если бы оно достигло финальной стадии, то затронуло бы даже их, поэтому им нужно было поскорее уходить. Единственный способ остановить проклятие — убить сержанта-демона, что было почти невозможно для бессмертного существа. Дух с топором, отчаявшись, собрал все свои силы и бросился на сержанта-демона, нанеся сокрушительный удар. Но сержант-демон быстро восстановился. Понимая, что его можно убить, только если он станет слабее, он усилил проклятие, еще больше ослабив себя и расширив зону его действия. Дух с топором, несмотря на то, что был значительно ослаблен, поглотил солдат-нежить, чтобы восстановить свои силы. Он бросился на сержанта-демона со слепительной скоростью, разрубив его на куски и поглотив. Но к его ужасу сержант-демон снова появился из его раздутого живота. Решив, что этого недостаточно, сержант-демон снова усилил проклятие, еще больше ослабив себя. Проклятие распространилось на Кату, заставив его отбросить Ико в сторону, чтобы защитить ее. Он заслонил ее собой, но попал под действие проклятия, ослабив свое тело.
Тем временем дух с топором, уже сильно ослабленный, начал поглощаться солдатами-нежитью. Сержант-демон засунул бомбу в рот духа и взорвал ее. Хотя взрыв уничтожил духа с топором, сержант-демон выжил. Измученный он спрятался в плюшевом медведе. Ей вернулась, чтобы спросить духа с топором, хочет ли он еще жить. Дух спросил, сможет ли он свободно убивать, если будет путешествовать с ней. Йой была готова пойти на компромисс, поэтому дух вошел в ее владение, но понял, что его обманули. Ей заставило его испытать ту боль, которую он причинял своим жертвам, а затем вонзила ему в голову гвоздь, навсегда запечатав его жажду крови. После этого Яой отправилась в логово духа с топором. Через 10 минут она вернулась с бумажными куклами, которые запечатали всех духов в логове. Она объяснила, что разделит их на 2 группы. Одних отправит в храм, а других к себе в комнату. Добрых духов отправят в храм, а злых она заберет к себе. Из-за проклятия сержанта-демона, которое распространилось на логово, Яхве нужно было только спросить духов, готовы ли они поглощать чужие души, чтобы выжить. Тех, кто отказывался или не понимал, считали добрыми, а тех, кто хотел причинить вред другим или утащить их за собой в смерть, злыми. По дороге домой Айка чувствовала себя обузой для остальных и думала, что ее роль ограничивается вождением. Но когда машина завелась сама, еще до того, как Айка нажала на кнопку, она поняла, что Анна вцепилась в нее, пытаясь утащить за собой в смерть. Яой быстро рассыпала соль и превратила Анну в бумажную куклу, чтобы забрать с собой. Пожалев Анну, Айка попросила взять ее с собой, и Яой согласилась. Так было завоевано еще одно место С-ранга. По пути в храм монахи провели обряд над 50 добрыми духами, а 30 злых духов вернулись обратно. Яхве также привез с собой труп длинноволосого злого духа. Но они все еще не знали, что делать с его проклятой рукой. У Айка была идея, но она решила рассказать о ней на следующий день. Яой, сообщив Кейти о его слабом состоянии, настояла, чтобы он вернулся домой и отдохнул. Тем временем Айка, вернувшись домой, лежала на диване, размышляя о своем первом реальном столкновении с опасностью, угрожающей жизни. В отличие от ее обычного беззаботного поведения, теперь она осознала, насколько ужасна была реальность, с которой столкнулись Кейта и Яой. Она задумалась, осмелится ли она снова пойти с ними. Чувствуя беспокойство Айка, Яой пригласила ее прогуляться. Они отправились на станцию метро, где Яой заметила нескольких призраков. Во время поездки на поезде Яой заметила, что Айка все еще пытается справиться со страхом. С того момента, как Айка познакомилась с Яой, она думала, что Яой просто нравится все жуткое, и поэтому она присоединилась к ней. Она также хотела помочь Кейде справиться со страхами, которые его преследовали, и надеялась разделить с ним часть этого бремени. Но теперь она поняла, насколько бесполезной была. Кейда тем временем размышлял обо всем, что произошло, о том, как он был проклят, как Айка оказалась втянута в это, и как ему пришлось на 2 года изолироваться от общества, поступить в университет и найти работу на неполный день, где он и познакомился с Яой. После встречи с многочисленными опасными духами он чувствовал себя измотанным, но знал, что пути назад нет. Все еще беспокоясь об Айко, Кейда отправил ей сообщение, чтобы узнать, как она. Воодушевленная заботой Кейды, Айка решила противостоять своим страхам. Она привела Яой на кладбище, где, по слухам, обитал могущественный дух мщения. Яой удивилась выбору Айка. Говорили, что на этом кладбище похоронен король, который когда-то объединил страну, но был предан и обезглавлен. Его отрубленную голову носили по улицам и насмехались над ней, что привело к накоплению сильной обиды и превращению в злого духа. Позже, во время строительства дороги, попытки снести кладбище привели к частым авариям, что породило слухи о привидениях. Люди утверждали, что те, кто пострадал от этого, будут страдать от мучительных головных болей. Ика рассказала, что они с Кадой проходили мимо этого места несколько лет назад, и тогда у Кады были симптомы головной боли. Она объяснила, что это место пробудило в ней интерес к изучению паранормальных явлений, поэтому она захотела вернуться сюда, чтобы разобраться в этом. В конце концов они вернулись, и Ика сделала важное открытие. Долговечность кукол-заменителей зависела от силы духа внутри них. Однако тела кукол можно было подчинить, чтобы помочь духам восстановить их силу. Ика придумала создать неразрушимый контейнер — слизь. Она придала слизи форму человека и поместила Анну внутрь, чтобы посмотреть, что будет происходить со временем. Тем временем Мио вернулась в город, объяснив, что задержалась из-за череды неудач. Бог, преследовавший Мио, неожиданно почувствовал присутствие в этом районе храма младшего божества.
Сначала он хотел его уничтожить, но потом заметил Кубу и решил, что это открытие гораздо интереснее. Что касается Ика, она поделилась с Яой своим намерением купить дом, чтобы хранить там вещи, которые Яой хотела сохранить. Например, проклятую руку или добрых духов, которым они помогли. Так они могли бы хранить все в одном месте, а не разбрасывать по разным местам. Яой подумала, что это отличная идея, но заметила, что им нужны деньги на покупку дома. Ика предложила купить заброшенный дом, потому что это будет дешевле. Яой поискала варианты и нашла подходящий по расположению и цене дом. Они решили его посмотреть. Хозяин объяснил, что раньше дом принадлежал его отцу. Но после смерти его отца все, кто сюда въезжал, сталкивались с трагическими происшествиями и даже погибали. Он рассказал о жутком случае, когда женщина-полицейский пришла сюда расследовать дела и через 10 дней родила ребенка с необычно большой головой. И мать, и ребенок трагически погибли вскоре после родов. Хозяин предупредил их о проклятии и посоветовал подумать еще раз. Но Яой и Аика были полны решимости и не стали отказываться от аренды. Перед тем, как войти в дом, Яой заметила, как в дом вошел призрак. Она забеспокоилась, не злые ли духи в доме. Как только они вошли, они увидели призраков отца и дочери, которые были первыми жильцами этого дома. Эта пара пригласила в дом блуждающего духа, предложила ему отравленную воду, а потом сбросила его в колодец, облила бензином и сожгла заживо. Аика чуть не выпила отравленную воду, но Яой ее остановила. Они увидели, как блуждающий дух был схвачен и поглощен злым духом, который спустился с потолка. Аика тоже это увидела, и Яой пошла наверх, чтобы разобраться с ним. На втором этаже призраки отца и дочери не последовали за ними. В комнате, где обитал злой дух, Яой нашла человеческий скелет и ребенка с необычно большой головой. Это и был злой дух. Яой вытолкнула Аика из комнаты и решила спуститься вниз. Когда они проходили через кухню, то увидели воспоминания отца и дочери. Когда-то у них была счастливая семья, но из-за ссоры отец случайно толкнул мать. Она упала и разбилась насмерть. Об этом случае узнали, и отца с дочерью обвинили в убийстве. Не выдержав насмешек, дочь обратилась за помощью к призрачному монаху, который научил ее запретному ритуалу. Она нарушила табу, совершив запретный поступок со своим отцом, в результате чего у нее родился ребенок. Но она убила его, чтобы использовать как сосуд для создания существа, которое она назвала ангелом, чтобы спасти свою душу. Яой поняла, что ребенок стал злым духом, а найденный ими наверху алтарь, скорее всего, был связан с этим происшествием. Хотя полиция забрала останки, следы духов остались. Яой восстановила последовательность событий. Отец и дочь использовали труп матери, чтобы создать алтарь для призыва ангела. Дочь убила ребенка, рожденного в результате запретного поступка, чтобы создать ангела и вырастить его в теле матери. Последующие убийства совершались для того, чтобы собирать человеческие души и кормить растущего ангела. Даже после смерти отец и дочь продолжали совершать эти действия, охотясь на блуждающие души. Но Яхве не мог понять, почему они продолжали это делать после смерти. Внезапно ангел погнался за ними, и они убежали. Когда они добрались до выхода, ангел схватил Айка. Яой выпустила злого духа из одной из своих кукол, чтобы тот поглотил ангела. Когда они сели в машину, появился другой ангел, который вытащил Айко, а Яой осталась внутри. Ангел проник в рот Айка, но Яхве удалось сбежать и пойти проверить, что с ней. Тогда Яхве вспомнила о полицейском, который загадочным образом погиб. Она поняла, что отец и дочь продолжали действовать после смерти, потому что ангел был еще не до конца сформирован. Их целью было завладеть кем-то другим, сделать его беременной и родить полностью сформированного ангела. Но большинство людей, которые пытались это сделать, потерпели неудачу. Так что отец и дочь продолжали совершать преступления, пока не родили ангела. Но Ей понял, что хотя злой дух поглотил ангела, другой ангел все равно появился, потому что их было трое. Тем временем Кейта, который уже пришел в себя, получил звонок от Айка. Две его младшие сестры дали ему телефон и подшучивали над ним, пока он мило беседовал с Айка. Айка не стала рассказывать о недавних событиях, потому что хотела только увидеться с Кейтой, чтобы набраться смелости перед тем, как Яой начнет ритуал, чтобы снять с нее проклятие. Яой воткнула палец Кишамадзина в ангела, и тот поглотил удар, а не Айка. Успокоившись, она продолжала бить его, пока ангел не покинул тело Айка. Но даже после этого ангел оставил на Айка проклятие.
Тогда Яой заставила злого духа поглотить ангела и решила уничтожить последнего, чтобы полностью снять проклятие. Когда они снова вошли в дом, Айка внезапно споткнулась о дух дочери. У Айка начались галлюцинации, в которых она видела, как рожает ангела. К счастью, Яой быстро привела ее в чувство. Айка ненадолго вышла на улицу, но внезапно оказалась на краю колодца. Яой сразу же позвонила ей, чтобы узнать, где она. К тому времени, как Яой поняла, что происходит, Айка уже столкнули в колодец, где она встретила последнего ангела. Ангел начал преследовать Айку, но Яой успела вовремя и заставила злого духа поглотить его. После того, как Яой спасла Айка из колодца, она сказала, что ангел не был уничтожен полностью. Дочь разозлилась и потребовала, чтобы отец пожертвовал собой ради ангела, чтобы восстановить его силы. Но вместо этого ее саму сожрали заживо. Когда ей и Айка добрались до места, отец умолял их прекратить этот кошмар. Он признался, что не знал о ритуале, который проводила его дочь, и просто следовал за ней, надеясь, что она найдет спасение. Он сокрушался, что должен был направить ее на правильный путь, а не позволить ей попасть в лапы ложной религии, что в итоге привело к ее смерти во время родов ангела. Охваченный отчаянием, отец решил умереть вместе с дочерью. Внезапно ангел откусил половину его тела. Ей и Айка едва успели увернуться от нападения. Злобный дух быстро расправился с ангелом, но проклятие на животе Айка осталось. Поняв, что проклятие поддерживает что-то еще, Айка заметила на стене необычный предмет. Ей использовала свое духовное зрение, чтобы рассмотреть его, и обнаружила маленький кусочек дерева с фрагментом кости матери. Уничтожив его, она избавилась от проклятия. Отец умолял позволить ему умереть, но когда Яхве спросил его, скольких людей он убил, он признался, что, включая его самого, всего было 17. Ей решила, что он не может уйти и должен остаться, чтобы искупить свои грехи. Она объявила, что он станет хранителем этого места. Когда они уходили, Айка увидела, как отец повторяет свою смерть через повешение в качестве наказания. Она сказала, что эта сцена достаточно жуткая, чтобы отпугнуть нарушителей, и что он подходит на роль хранителя этого места. Тем временем сестры Кады смотрели новости и узнали о железнодорожной аварии, в которой погибла Мио. Авария произошла из-за того, что бог Мио сражался с Кубу. Бог легко отразил атаки Кубу, заставив его отступить. Но бог быстро понял потенциал Кубу и дал ему глаз, чтобы тот мог восстановиться, и показал, как стать сильнее. Бог сказал, что подождет, пока Кубу полностью не разовьется, чтобы им было веселее сражаться. Позже ей и Айка навестили Кейту, пока он еще выздоравливал. Они так заботились о нем, что ему захотелось снова заболеть, лишь бы не привлекать их внимания. Они рассказали ему, что купили дом с привидениями, чтобы хранить там злых духов, которых они выпустили. Они посоветовали Кейте хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил к следующему дню, когда они вместе отправятся в другое место, где обитают духи. Но их постоянное присутствие раздражало Кейту, и в конце концов он выгнал их из комнаты. Когда они уходили, Яой попросила Айка зайти еще в одно место, чтобы забрать следующего духа, выпускника, злого Уоррена. Яой предупредила Айка, что этот дух не так легко подчинится, как демон-сержант, и посоветовала быть осторожной. После того, как Айка забрала злого Уоррена, они отправились в место, где обитают духи, заброшенные шлюзы. Айка спросила Яой, почему она не взяла с собой ни одного духа-выпускника, когда сражалась с Кисимайн в прошлом, и Яой объяснила, что Кисимайн была связана определенным правилом. В это время Кубу снова столкнулся с Кисимайн. В прошлый раз он не стал нападать, потому что боялся ее. Но теперь он хотел проверить свои силы. Кубу поглотил духов детей Кисимайн и использовал технику, которой его научил Бог, чтобы создать бесчисленное количество рук, которые поймали духов. Когда Кисимайн бросилась на Кубу, она поняла, что не сможет напасть на детей. Подражая младенцу, Кубу защитил Кишимаджин от него. Поэтому Яой раньше сражалась с Кишимаджин одна, на нее нападали только духи ребенка, а не сама Кишимаджин. В конце концов, Кубу стал достаточно сильным, чтобы призвать тело, созданное из сущности матери Яой. Это заставило мать Яой поглотить Кишимаджин, чтобы получить дополнительную силу и родить Кубу. Поглотив испорченное божество, Кубу значительно эволюционировал. На следующий день группа Кады отправилась в заброшенный отель для свиданий, который когда-то был убежищем банды. Банда похищала женщин, использовала это место для удовлетворения своих желаний, а затем убивала их.
В результате в отеле поселились духи женщин, каждая из которых была заперта в отдельной комнате. Их коллективное негодование создало секретную комнату, в которую никто не мог попасть. Однако ей нашла способ попасть в эту комнату, где она раньше спрятала злого Уоррена. Когда ей попыталась забрать его, она обнаружила, что дух стал достаточно сильным, чтобы управлять секретной комнатой, впуская только тех, кого он одобрял. Поскольку дух особенно ненавидел Йоой, она не могла войти и нуждалась в помощи Кеды, так как он был мужчиной. Ей дала Кеде кусок ткани, пропитанный сущностью духа из водопада. Айка несла демона-сержанта, чтобы помочь. Когда они втроем вошли внутрь, Кеда неожиданно переместился в другое измерение. Оказавшись в жуткой обстановке и увидев водяных улиток, Кеда понял, что попал в бордель злого Уоррена. Единственным способом выбраться было запечатать духа. Тем временем Йоой и Айка заметили, что Каты нет. С помощью его трекера они обнаружили, что он физически не покинул отель, а переместился в другое измерение в том же месте. В мире духов, когда выполнил первое задание, сменив номер комнаты. В комнату вошла женщина-призрак, была убита, перезагружена и вышла. Затем появились несколько призрачных фигур, и когда не понимал, что они делают, но решил следовать за призраком. На следующем этапе, когда должен был закрыть дверь, чтобы призрак не вошел. Призрак остался снаружи, но призрачные фигуры окружили дверь. Когда Кейта случайно издал звук, они подошли к нему. Он поспешил к третьему этапу, сменил номер комнаты и оставил дверь открытой. Призрак снова вошел, но вдруг коридор наполнился множеством глаз, уставившихся прямо на Каду. Когда на него собирались напасть, женщина-призрак вышла из комнаты, и коридор снова стал нормальным. Когда нашел потайную комнату, но призрак схватил его, заставив увидеть свое отражение. Поняв, что его тело подменили, когда оттолкнул призрака и вернулся в нормальное состояние. Он быстро вошел в потайную комнату. Внутри, когда увидел связанную девушку. Подойдя ближе, он понял, что это Ика. Но эта Ика вела себя странно, просила Каду развязать ее. Ткань в кармане Кады активировала проклятие на его шее, и он понял, что перед ним не Ико, а злой Уоррен. Когда дух понял, что ее разоблачили, она перестала притворяться, схватила Каду и попыталась сжечь комнату. Она начала проклинать Каду, заставляя его снять печать. Тем временем Йоой и Ико нашли потайную комнату и услышали голос Кады внутри. Когда быстро использовал печать, сделанную из волос длинноволосого злого духа, чтобы сдержать злого Уоррена. Но она попыталась остановить его. В этот момент в комнату вошла женщина-призрак. Услышав, что Кеде угрожает опасность, Йоой схватила призрака и бросилась на помощь. Айка тем временем использовала проклятие на своей руке, чтобы почувствовать присутствие Кеде, и помогла ему натянуть веревку, чтобы запечатать вход в логово злого духа. Ката был рад, что ему удалось спастись, и поблагодарил Айко, сказав, что без ее помощи он бы не выжил. Когда Йоой и Айка ушли, Кейтер задумался о том, насколько могущественным был злой дух. Он отметил, что японские куртизанки были очень умелыми. Хотя он уважал ее силу, он поклялся, что не позволит ей испортить впечатление об Айко. Когда они вернулись в машину, Йоой сказал, что их главная задача только начинается, и Кейта был потрясен, поняв, что они только что сделали первый шаг. По дороге Кейта спросил Йоой, не будет ли проблемой оставить женщин-призраков в живых. Йоой объяснил, что эти призраки не так безобидны, как кажутся. Они поймали и отомстили членам банды, которые их убили, заперев тела в шкафу. Как только они отомстили, призраки ушли. Затем Кейта вспомнил, как его тело захватил призрак. Йоой объяснил, что случаи одержимости духами были задокументированы давно. Если не лечить одержимого в течение 50 дней, злой дух полностью овладеет телом. Это также означает, что в современном обществе могут быть случаи, когда злые духи притворяются людьми. Тем временем история перешла к Освальду, человеку, который подбросил проклятую руку к водопаду. Нож был проклят, и его владельцу грозила опасность, поэтому Освальд попросил пожилую женщину по имени Шами снять проклятие. Шами использовала какой-то таинственный порошок, чтобы легко разрушить проклятие. Перед тем, как Освальд и Шами ушли, гангстер спросил, не менялись ли они телами. Слухи о злых духах, меняющихся телами, становились все более распространенными. Поскольку Освальд сохранил свои воспоминания, гангстер поверил ему. Но после того, как они ушли,
Освальд и Шами оказались злыми духами, вселившимися в человеческие тела. Эти духи предпочитали вселяться в людей с сильной духовной энергией, например, в экзорцистов. Сохраняя воспоминания своих хозяев, они легко вливались в человеческое общество. В тот день группа Кады прибыла к заброшенному шлюзу с привидениями и неожиданно встретила Шами. Кады узнала в ней известную личность в духовном сообществе, которая часто появлялась на телевидении и в видео об экзорцизме. Ходили слухи, что она даже заходила в бункер с привидениями Сранга и благополучно оттуда выбралась. Но никто не знал, что Шами была одержима злым духом Сранга из того бункера и с тех пор притворялась обычной женщиной. Яой подошла к Сяоми и попросила показать свою силу, но Кеди и Ика остановили ее, посчитав, что это слишком неожиданно. Кеди показалось, что Сяоми подозрительна. Сяоми предупредила их об опасностях в этом районе и предложила проводить их, если они хотят выжить. На самом деле она хотела заманить их в ловушку, чтобы сожрать и избавиться от проклятого предмета. Ика рассказала о месте, которое называлось Красным шлюзом. После исторического наводнения 1924 года местные жители построили шлюзы, чтобы регулировать уровень воды в реке. Позже были построены новые шлюзы, а старый остался как исторический памятник. Но в 1960-х годах там начали происходить странные вещи. Люди сообщали о призраках, появлявшихся рядом с трупами, найденными на месте происшествия, о темных фигурах над водой и о силуэте женщины на плотине. Уровень самоубийств в этом районе тоже резко вырос. У статуи, установленной в память о тех, кто утонул, таинственным образом отломилась голова. Йой и Шами начали расследование. Вскоре они встретили нескольких детей. 3 из них ушли домой, а 1 остался сидеть в углу и рисовать. Когда подошел к мальчику и предложил ему пойти домой, но тот протянул ему альбом для рисования. Когда пролистал альбом и узнал трагическую историю мальчика. Его мать умерла, и отец привел в дом другую женщину, надеясь, что мальчик поладит с мачехой. Но мачеха постоянно издевалась над ним. Несмотря на это, мальчик молчал, чтобы не расстраивать отца. Мачеха даже выгоняла его на морозный балкон и морила голодом. Увидев это, когда решил вызвать службу защиты детей, но мальчик убежал к реке. Йой, не зная, человек это или призрак, закрыла свой духовный глаз, чтобы проверить, и убедилась, что это человек. Мальчик попросил Каду посмотреть альбом. Когда узнал, что у отца мальчика была любовница. Когда отец узнал об этом, мачеха и ее любовник убили его. Они сделали что-то странное в доме, а потом дали мальчику коробку с фрикадельками и велели выбросить ее. Мальчик был голоден и решил попробовать одну фрикадельку, хотя она была ужасного вкуса. Когда был в ужасе, когда понял, что фрикадельки были сделаны из мяса его отца. Но на этом история не закончилась. Позже мачеха убила своего любовника и стала преследовать мальчика, чтобы и его тоже убить. Кейтер понял, что мальчик, стоявший перед ним, исчез, потому что мачеха убила его у красного шлюза. Она нанесла ему множество ударов ножом, пока он не потерял сознание. Позже мальчик понял, что мачеха превратила его и любовника в фарш и выбросила в шлюз. Осознав всю правду, мальчик издал оглушительный крик. Яхве понял, что мальчик использовал свет, чтобы обмануть ее духовное зрение. На самом деле мальчик стал очень сильным злым духом. Когда сначала подумал, что мальчик хотел поделиться своей печалью через альбом, но это было не так. Призраком, который, по слухам, появлялся на шлюзе, была мачеха, которую мальчик повесил там за шею. Призрак мачехи напал на Кату, но Сяоми его уничтожил. Однако дух мальчика быстро отомстил, отрубив мачехе руку и подвесив ее на шлюзе. Мальчик вешал своих жертв на шлюзе и превращал их в фарш, как это сделала с ним мачеха. Затем он полностью уничтожил Шами. Кейтер понял, что мальчик не искал жалости, он был охвачен чистой яростью. Яой увидел, как мальчик ест останки Шами, и это сделало его еще сильнее. Стало ясно, что этот мальчик был самым сильным духом Сранга, с которым они когда-либо сталкивались. Группа поняла, что они попали в альбом. Если бы их изображения в альбоме были закрашены черным, они бы превратились в фарш и стали источником силы для мальчика. Пока отвлекающие маневры могли бы выиграть время, после того, как их съедят, спасти их было бы невозможно. Даже духи опытных экзорцистов не смогли справиться с проклятием альбома. Яхве бросился вперед, чтобы схватить альбом, но мальчик вытянул руки и не дал ему это сделать. Она использовала реликвию материнского пальца, чтобы сопротивляться, но вскоре тоже была побеждена и повешена.
Кейта тоже схватили, и осталась только Аика. Кейта велел Аика использовать своих кукол, чтобы спасти Юэя. Аика побежала, но мальчик испортил ее рисунок, и куклы, в которых были заключены проклятые духи, тоже пострадали. Но у Аика дома была запасная кукла-слизь, которая могла выдержать больше атак. Она быстро спасла Яой, и они вдвоем вернулись, чтобы освободить Кейту. Когда они вышли из шлюза, Яой поняла, что Аика попала в видение комнаты, где мачеха и ее любовник превратили отца мальчика в фрикадельки. Яой ворвалась в комнату, используя лом, и ее кукла, наполненная духом, откусила головы двум злым духам. Вся комната и ее иллюзии были созданы мальчиком. Тем временем Кеда тонул в поднимающейся воде, и ему грозила смерть. У Аика появилась идея, и Яхве бросился спасать Кеду, но мальчик сразу же напал на Яхве. Тогда Аика привязала веревку к камню и атаковала его. Альбом упал в воду, и у них появился шанс сбежать. Но мальчик превратился в боевую форму. Яой призвала духов опытных экзорцистов, но даже они не смогли справиться с мальчиком. Дух сержанта не стал нападать, потому что мальчик был ребенком, и они решили использовать злого Уоррена. Яой колебалась, боясь, что злой Уоррен может напасть на нее. Чтобы заставить духа напасть на мальчика, Яой позволила ему нанести прямой удар. Злая Уоррен высвободилась и показала свою истинную сущность. Год назад ей нашел на блошином рынке зеркало и обнаружил, что в нем заточена Уоррен. Он принес зеркало домой, и вскоре Уоррен поглотила всех злых духов, которых поймал ей, и в итоге стала могущественным духом. Мальчик напал на злую Уоррен, оторвав кусок ее кожи. Однако одна из его рук была направлена на Yi, и Кейти пришлось заслонить ее и оттащить в сторону. Ей заметил, что с мальчиком стало труднее справляться из-за его крепкого тела и молниеносных атак. Более того, когда он наносил удар, он отрывал части тела противника, превращая их в фрикадельки, что еще больше усиливало его мощь. Несмотря на это, злая Уоррен начала злиться. Она выпустила свое проклятие, и ей предупредил Кеду и Ика, чтобы они не трогали бабочек. Эти бабочки высасывали энергию всего, к чему прикасались, и передавали ее Уоррен, чтобы та могла исцелиться. Вскоре рука мальчика полностью лишилась энергии из-за злой Уоррен. В этот момент второе проклятие Уоррен активировало чуму. Это проклятие было связано с ее прошлым. Уоррен родилась в бедной семье и зарабатывала на жизнь своей неземной красотой, высасывая жизненную силу окружающих, чтобы поддерживать свой внешний вид. Но мальчик быстро собрал все трупы, сожрал их, чтобы восстановить силы, и набросился на Уоррен, сломав ей руку. Но она тут же поглотила энергию мальчика, чтобы восстановиться. В ярости мальчик размозжил ей голову, но она продолжала регенерировать. Ей понял, что если уничтожить тело Уоррен, это может все испортить. Он достал зеркало, чтобы показать Уоррен ее нынешнюю уродливую форму, и запустил третье проклятие. Уоррен вдруг пришла в ярость и закричала. В жизни она была лучшей куртизанкой в своем борделе. Однажды хозяин борделя привел к ней новенькую девушку, чтобы она ее обучила. Со временем Уоррен выкупила у хозяина борделя право на эту девушку. Но девушка, которую она обучила, предала ее. Она отравила хозяина борделя, и тот в гневе так сильно избил Уоррен, что она потеряла свою красоту. Уоррен потратила все свои деньги, пытаясь вернуть себе прежний облик, но безуспешно. Девушка, которую она обучила, вернулась, чтобы позлорадствовать, и рассказала, что это она разрушила жизнь Уоррен. В приступе ярости Уоррен облила девушку керосином и подожгла. Эта глубокая ненависть породила ее главное проклятие — адское пламя. Уоррен заключила мальчика в огненный барьер. Бабочки летали вокруг, высасывая энергию из мальчика, чтобы поддерживать пламя. Единственный способ спастись для мальчика — это если у Уоррен закончится энергия, или ее запечатают. Мальчик пытался восстановиться, поглощая энергию окружающих духов, но они сгорали, не успев превратиться в шарики. Дым от горящих духов продолжал восстанавливать силы Уоррен. В отчаянии мальчик предпринял последнюю попытку напасть на Уоррен, но не смог справиться с 3 проклятиями, и его тело распалось на части. Мальчик больше не мог сражаться и упал. Яой увидела возможность запечатать Уоррен, пока та наслаждалась своей победой. Но Уоррен была осторожна и не ослабила бдительность. Яой призвала духа-хранителя водопада на помощь. Дух быстро создал барьер, чтобы уничтожить бабочек, нападавших на группу Яой. Яой боялась, что если Уоррен превратит все пламя в бабочек, то им будет очень трудно справиться с ними. Уоррен, словно прочитав ее мысли, сделал именно это. Яой приказал духу водопада атаковать Уоррена. Без зрения он не мог точно прицелиться.
Дух водопада продолжал уничтожать бабочек вокруг Кеда и Ика, давая им время, чтобы Кеда успел запечатать Уоррена, пока Рой не поглотил его. Когда Уоррена запечатали, он проклял их, пообещав, что когда освободится, выпьет кровь всех троих. Яой попрощался с духом водопада, пообещав вернуться и принести ему подношение в следующий раз. Затем Яой подошла к мальчику и спросила, не голоден ли он. Если да, то она предложила ему пойти с ней, чтобы она его накормила. Мальчику надоело сидеть на месте и придумывать новые планы, и он решил пойти с Яой. Затем они нашли сумочку Шами и обнаружили в ней еще одну проклятую руку. Яой предположила, что Шами была одержима злым духом, поэтому они решили вызвать полицию, чтобы очистить территорию. Приехала полиция, чтобы оценить ситуацию, и решила отвезти группу Кады в участок для допроса. Однако злой дух, овладевший Сяоми, прицепился к крыше машины Ика, чтобы последовать за ними в участок, ища возможность поглотить их. После дачи показаний, когда неожиданно встретила другую женщину, которая представилась сестрой-близнецом Сяоми. Она обвинила группу в убийстве ее сестры, потому что видела, как Яой несла на руке злого духа. Яо поняла, что сестра Шами была очень сведуща в духовных вопросах и чувствовала ее способности. Сестра пригласила Яой присоединиться к ее семье, но Яой отказалась. Сестра призналась, что давно знала, что ее младший близнец одержим, ведь любой человек с духовным зрением мог заметить разницу в ауре до и после одержимости. Злые духи часто выбирали себе в качестве носителей людей с похожей аурой, чтобы слиться с ними. Обычным людям, таким как Кейта, нужно было внимательно наблюдать за поведением, чтобы заметить одержимость. Сестра не слишком горевала из-за смерти брата, ведь ее близнец никогда не разбирался в духовных вопросах и использовал внимание СМИ, чтобы прославиться, что сделало его легкой мишенью. Хотя сестра и не горевала, она испытывала глубокую ненависть к духам и поклялась отправить их всех в ад. Она дала Яхве свою визитку и обменялась с ним контактами. Когда группа Яхве ушла, двое полицейских остались на месте происшествия, чтобы собрать улики. Они внезапно увидели маленькую девочку, которая бродила по участку поздно ночью. Когда они пошли за ней, злой дух, овладевший Шемми, проклял их и обезглавил. На следующее утро несколько полицейских были найдены в состоянии безумия. Их мозги были изрешечены дырами, а тела разлагались. Единственной видимой травмой был сломанный палец, которым перед смертью они написали на земле слово «голова». Через несколько часов они скончались, и причина смерти была официально указана как неизвестна. Той ночью, после того, как дух устроил погром в участке, Освальд пришел за ним. Девочка, которая пришла забрать злого духа, захотела встретиться с группой Яой, когда услышала рассказ духа о них. Вернувшись, Яой и Айка узнали, что Мейе сражается с богами и Кубу. Йой позвонил Кеде, чтобы договориться о помощи Мио. Као напомнила Яой о том, что ей скоро возвращаться в школу, и это вывело ее из себя. В конце концов она сдалась и ушла, явно расстроенная. Кеде знал, что она расстроилась из-за Кубу, поэтому решил навестить Мио в выходные. На следующее утро Яой вернулась в школу, не зная, что задумали боги, помогая Кубу выздороветь. Вдруг она столкнулась со своей одноклассницей Дороти, которая была одержима злым духом и заодно с Освальдом. Дороти, услышав о Яой от духа, который овладел Шами, захотела проверить способности Яой. Увидев, что Яой всегда носит с собой злой дух, Дороти завела разговор и пригласила ее исследовать паранормальные явления в школе, сказав, что она тоже видит духов. На уроке Яой сидела в телефоне, и староста класса пожаловался на нее. Одноклассник посмеялся над Евой, потому что она верила в призраков. Яой хотела разобраться с ним, но ее прервала Дороти, предложив вместо этого поохотиться на призраков. Группа согласилась, но староста класса с подозрением отнеслась к внезапной открытости Дороти, ведь раньше она всегда была робкой. После уроков группа собралась, и Дороти рассказала о 7 тайнах школы. Первой была история о призраке Ханака в туалете. Однако хулиганы Яой попытались вызвать Ханака, но ничего не произошло. Группа продолжала посещать разные места, но ничего особенного не происходило, пока они не добрались до последнего пункта назначения. Дороти рассказала Яой, что она нарисовала печати, чтобы заманить всех призраков школы в это место, где их поглотит кровожадный призрак, создав злого духа с огромной злобой. Дороти дала хулигану ключ, чтобы он открыл дверь. Яой не успела его остановить, как по всей школе распространилась злобная энергия призрака, и все ученики и учителя потеряли сознание.
В ее воображении Яой стала свидетелем трагической истории о духе учителя, которого постоянно травили ученики. Они портили его вещи, кидались в него камнями и даже разбили его машину. В довершение всего директор обвинил его в том, что он тайно фотографировал учениц. Ложное обвинение, которое подстроили другие. Его жена развелась с ним, и он впал в отчаяние. В конце концов, учитель покончил с собой, проклиная учеников, которые разрушили его жизнь. Но его ненависть была слабой и почти исчезла, пока Дороти не направила на него свою злую энергию, превратив его в злого духа. Тем временем Дороти пришла в себя и захотела посмотреть, как Яой спасет всех от этой смертельной игры в прятки. Мальчик-хулиган, спрятавшись в кабинке туалета, услышал, что призрак учителя ищет его. Хотя призрак проверил все кабинки, когда он добрался до мальчика, он, казалось, лишь мельком взглянул на него и пошел дальше. Посчитав, что ему ничего не угрожает, мальчик вышел из кабинки, но обнаружил, что учитель оставил только нижнюю часть своего тела, а верхнюю использовал, чтобы устроить ему засаду. На мальчика набросилась стая ворон и съела его. Он очнулся и начал кричать, извиняясь. Остальные тоже пытались спастись, а Яой столкнулась с призраком учителя, позволив его злому духу поглотить себя. Но учитель, казалось, восстанавливался, и Яой поняла, что пока они находятся в этом пространстве, учителя нельзя уничтожить. Президент класса, пытаясь сбежать из школы, оказалась у черного входа. Затем она обнаружила, что мальчика-хулигана поймали, и поняла, что тот, чья свеча погаснет, будет проклят. Позже она встретила Яой и позвала ее. Яой решил встретиться с президентом у лестницы, ведущей к раздевалкам. Чувствуя себя неловко, президент класса попросил Яхве остаться на связи для разговора. Во время беседы Яой спросил президента, что было самым ужасным из того, что она когда-либо делала. Президент призналась, что прогуливала школу, но призрак учителя напомнил ей, как она подделывала фотографии, чтобы оклеветать его. Когда учительница собиралась задуть свечу, президент случайно опрокинула ее, но все равно была поймана. В этот момент пришла Яой и призвала своего злого духа, чтобы разобраться с учительницей. Выслушав рассказ президента, Яой предположила, что, возможно, есть условия победы, связанные с комнатой, где учительница покончила с собой. По пути туда президент снова попалась, и Яой пришлось бросить свечу и позволить своему злому духу снова поглотить учительницу. Они несколько раз сталкивались с учительницей, и Яой приходилось постоянно сражаться со своим злым духом. Добравшись до комнаты самоубийства, президент заметила множество фотографий, в том числе и свою. Она схватила ее и неожиданно сбежала из кошмара. Яой поняла, что фотография — это ключ к побегу. Снова столкнувшись с учительницей, злой дух Яой разорвал ее пополам, но ей все равно удалось задуть свечу, держа ее во рту. Яой быстро схватила свою фотографию и сбежала из кошмара. Но остальные все еще были без сознания. Яой открыла дверь в комнату в реальном мире и увидела кучу плоти, которая, похоже, была истинной формой учительницы. Она приказала своему злому духу поглотить ее и нашла внутри душу учительницы. Яой посоветовала ей двигаться дальше. Несмотря на свою ненависть к ученикам, учительница призналась, что все еще любит их. Наконец, он отпустил свою обиду и мирно ушел. После этой встречи злой дух ей неожиданно перешел на более высокий уровень. Она поняла, что это возможно благодаря сражениям, и решила назвать его Масакада. Ей спросила духа, хочет ли он по-прежнему служить ей, и он согласился. Она позволила ему вернуться в форму плюшевого мишки. Приехали спасатели и полиция, и ученики, которые были без сознания, очнулись. Хотя физически они не пострадали, ученики, на которых охотился призрак учителя, были сильно травмированы. После этого инцидента школу временно закрыли, что было большим преимуществом для Яхве. Однако оказалось, что Дороти давно хотела закрыть школу, чтобы присоединиться к своим союзникам в расследовании дела Кубу. Яхве поняла, что эта Дороти больше не та девушка, которую она знала. Тело Дороти было захвачено злым духом. Яхве решила притвориться, что она тоже дух, захвативший тело. Она выбрала личность призрака, убитого в отеле, где когда-то держали в заточении Уоррена. Этот обман был нужен, чтобы она могла подобраться к Дороти и расследовать деятельность организации одержимых духов, выясняя, связаны ли они с Кубу. В то же время Яхве планировала отомстить им за то, что они посмели навредить ее школе и друзьям. Готовясь к этому, Яхве услышала голос Айка и ушла. Айка неожиданно столкнулась с президентом класса, которая искала Яхве, чтобы поблагодарить ее.
президент класса призналась, что восхищается Яхве, особенно после того, как та ее спасла. Айка заметила, что интерес президента к Яхве был похож на ее чувство к Кеде. Она сказала президенту, что если ей когда-нибудь понадобится совет, она всегда может позвонить Айко. По дороге домой Йои позвонила Шаме и рассказала, что встретила человека, одержимого духом, и узнала, что у него есть союзники. Она также поделилась своими подозрениями, что союзники Дороти очень сильны. Яхве решил подготовиться к допросу. Она также решила установить камеры на своих проклятых руках, чтобы опознать одержимых и отправить видео Xiaomi, которое сможет собрать команду для их поимки. Xiaomi согласилась с планом, решив отомстить за свою сестру. Тем временем Като удалось связаться с Мио и узнать о ее состоянии. Он решил навестить ее с группой и заверил, что ей не стоит беспокоиться о том, что она приносит им неудачу, потому что Йои совсем справится. Однако, получив адрес больницы, когда узнал, что произошло с Йои. Больше всего его удивило, зачем Йои понадобилось установить 30 камер в его комнате. Йои же тем временем оценивала силу Бога, который овладел Мио. Сначала она думала, что сможет ослабить и победить его, используя 6 духов выпускного уровня и прокляв Бога. Но теперь она знала, что у Бога было 12 подчиненных, а у Йои сейчас было только 7 духов, достаточно сильных, чтобы сравниться с выпускным уровнем. Первый — монах, второй — сержант-демон, третий — злой Уоррен, четвертый — дух водопада, пятый — злой дух с топором, шестой — мальчик-фрикаделька, недавно эволюционировавший. Йои планировала использовать 5 духов выпускного уровня, чтобы создать барьер, который охватит весь Киото и поймает Бога внутри. Затем сержант-демон и злая куртизанка ослабят Бога. Когда он окажется в ловушке внутри барьера, она вернет 5 духов и нанесет Богу сокрушительный удар. Кейта беспокоился, что проклятие может затронуть резиденцию в Киото. Яой взял на себя ответственность за это, решив создать 2 жертвенных существ, одно из которых должно было поглотить проклятие и защитить жителей, а другое — передать все проклятия Богу. Главное условие заключалось в том, что на Боге должна была быть нанесена метка, которую можно было сделать с помощью духа водопада. Этот дух мог атаковать на расстоянии и оставлять незаживающие раны. В общем, как только проклятие и барьер будут активированы, все проклятия будут циркулировать через 2 жертвенных существ и попадут к Богу, когда на нем будет нанесена метка. Команда тщательно подготовится к этой битве. Во время предстоящей поездки в Киото, чтобы навестить Мио, группа планировала посетить 5 самых опасных духовных мест в Киото, чтобы подготовить точки для ритуального барьера. Йои предупредила, что риск велик, но и награда тоже. Она подчеркнула, что предстоящая битва может стоить им жизни, и попросила Кейту и Айка хорошенько подумать. Если они будут решительны, то должны дать ей ответ на следующий день. Той ночью Айка позвала Яой в свою комнату. Она показала Ямой поддельное тело, сделанное из слизи, которое могло поглощать значительный урон. Айка также оборудовала в комнате место для хранения на случай, если оно понадобится Яой. Видя, что Айка только недавно начала взаимодействовать с духовным миром, но уже так далеко заглядывает в будущее, Яой признала ее достойным помощником. Между тем, Кейта, зная, что впереди их ждут еще большие опасности, уже принял решение, и оно не изменилось. Той ночью Мио, взволнованная тем, что все придут к ней в гости, уснула и увидела во сне, как она, одетая как невеста, встречает свою мать и тетю. Но Мио вскоре вспомнила, что ее тетя давно умерла. Она тут же оказалась в больнице, где ее заставили надеть свадебное платье Бога. Бог украл ее лицо и воспоминания. В ужасе Мие проснулась в слезах, охваченная страхом. На следующее утро Кейта пришел к Айка, чтобы отправиться вместе с ней и Яхве. Он рассказал, что создал клетку, способную запечатывать злых духов выпускного уровня. Но для этого Айка должна была улучшить ее, чтобы расширить радиус действия. А Йои тем временем принесла подношение духу водопада, чтобы получить разрешение сопровождать их в Киото для выполнения миссии. Затем Йои привела Кейту и Айка в заброшенный дом, который купила Айка, и выбросила свою проклятую правую руку в колодец. Левой рукой она решила не расставаться. Причина была в том, что одержимые духи знали, что у Йои есть проклятая правая рука, поэтому они послали Дороти к ней. Если бы они попытались забрать правую руку, Йои могла бы узнать больше информации. С другой стороны, они не знали, что Йои сняла проклятие с духа водопада и сохранила левую руку, что позволило ей скрывать информацию. Освальд же решил вообще не обращать внимания на проклятую правую руку.
Они сосредоточились на поездке в Киото, чтобы следить за успехами Кубу, так как хотели избежать проблем с Богом. Группа Йой закончила все приготовления и отправилась в путь. Шами собрала свою охотничью команду, готовую действовать, как только появится новая информация. Бог же ждал группу Йой, готовый к их возможному противостоянию. Битва между людьми и богами продолжится во второй части, которая выйдет в будущем. А пока прощайте.